прокует. Приезжай туда, говорит, что там. Сколько слышно? Ну хорошо, я понял. Гума. Значит, надо будет квартиру эту бросать, долг мне надо будет оттуда выплачивать. Здесь надо нового хозяина искать, нового хозяина найти. Да, понимаю. Зачем? Я сейчас... Да. И к моей цели меня это не очень сильно приближает. Да. Ну как? Ну что пристал ко мне? Что непонятно? Я не знаю. Вот это мне насрать на вас, что ты не лезешь. Вы все вариативные, а то, что, да, типа ты понимаешь меня, и так у всех мужчин. Это нормальная мужская позиция, для каждой мужской особи. Здравствуйте, да. Для женщин это, скорее всего, наоборот. К сожалению. Это не я так придумал, это, скорее всего, так, и это, скорее всего, хорошо, и нормально, и здоровье, и счастье, и добро, и спасение, ну, что угодно, короче. И все нормально вот на той стороне, когда женщина, а не мужчина. На стороне действительности. Да. Когда у женщин нет успеха. Потому что женщина... Ну, мы с тобой, смотри, успех или популярность, как у бляди. Да, если так уж по-русски выражать, простите за острое выражение, конечно. То есть, что ты имеешь в виду словом успех? Я имею в виду успех, я имею в виду бизнес-успех, денежный.
Да, понимаю. У тебя это, ну, это у тебя на букву Б. Ну, бизнес это вообще мужская тема. Как бы, то есть бизнес, когда ты как бы порнозвезда мужского пола, это я еще понимаю. Это область для работы. Ну, как бы, да, меня это не касается. Но я не знаю, про кого говорить, это просто в целом. Просто это область деятельности, но я не рекомендую вам эту деятельность. Меня не касается, да. И там тоже нужны мужики, специалисты, которые что-то будут делать и как-то развиваться. Да. Ну, меня не касается, это ваша проблема. Не каждый туда занесет это, во-вторых. А, во-первых, как бы, да, то есть, как бы, ну, значит, ты сдохнешь там просто. Это не только стыдно, можно работать. Для женщин это хорошее место. Для женщин вообще ни одного места работы нет. Итак, еще раз. Вот это урок, вот это он у тебя получил. Успех, да, успех. То есть успех у противоположного пола это, ну нет, успех это вообще не женская тема. То есть успех это значит, что ты вылезла, титьки показала, и тебе начали либо бабки туда засовывать, либо, то есть как бы это не это самое, как бы, не поощрять, ну это не нормально, не поощрять, это не женская тема. Даже вот, или тем более успех, когда реализуется до конца это. Но она все равно до конца не реализуется, потому что все равно рожать никто не будет. Представляешь, если проститутка после каждого коитуса начнет рожать, что это за проститутка тогда будет такая? То есть она невыгодная, никому нахер не нужна. То есть, да, меня это не волнует. Я тебе просто еще раз объясню. Смотри, ну вот это вот. Ты продолжаешь. Нет, это неправильно. Нет, мужчины, которые проституты, это я не представляю вообще, как это. Это где-то есть, это какая-то работа, что ли, или профессия. Это переносном смысле каком-то, да? Я не понимаю, о чем ты говоришь вообще. Я знаю, что типа эти всякие эти транс вот эти штуки, что ли? Нет, это они сами даже не определяются там, какой девчонка там. Так что мы это считать не будем, да? То, что... Но он про себя не говорил. Я имею вообще такое. Ну да. Успех это исключительно мужская, понимаешь? Когда у мужчин успех, это я не имею в виду ты идиот, тупорылый чмо. Еще раз тебе говорю, успех это значит, ты что-то делаешь, ты первенец-лист. Тебя покупают, тебя знают во всех странах мира. Это успех, понимаешь? У тебя есть деньги, есть признание, есть успех. Да. Это бизнес, когда ты что-то производишь, тебя берут везде. Понимаешь, это успех. Ты Филипп Киркоров, ты везде нужен. Это успех, понимаешь? Да, то есть тебя все знают, ну, короче, ну, у тебя своя публика, скажем, которая вообще по всему миру, у тебя всегда, еще какой, да, понимаю, пример. То есть это может, для женщин успех это проклятие, понимаешь? Потому что женщина, она не мужчина. Для женщин безуспешность. Ну, родными быть, понимаешь? Узкий круг общения, теплота души, свеча задует. Будешь на где-то выносить, ее задует, и все. Понимаешь, да. И обратно не вернешь, это как саперы. Понимаешь, то есть, да, здоровье. Вот раз почку потерял, все, у тебя новый не отрастет. Даже у ящерицы не отрастает почка. Да, понимаешь, да. Уж прости, как бы, да. Не знаю, если у вас есть какие-то технологии по выращиванию почек, я бы очень рад. Да. Но почините, если у тебя что-то сломалось, там, камни, там, что-то такое, зарастайте, там, шрамы могут оставаться, да, это понятно. То есть, да, ткань восстанавливается, но не до такой степени, что взял органы снова. Я про такой не слышал. Ну, черт его знает, сами разбирайтесь. Да. Ну, не знаю, да. Да. Не об этом речь идет. Речь идет о женской, да, понимаете. Это я не знаю, как это. Можно ли себе новый желудок вырастить просто без помощи врачей, без помощи просто, чтобы он взял и вырос. Не знаю. Или новый что-нибудь там. Ну да, понимаю. Было бы круто вообще, как бы, да, понимаю. Но что-то такого пока неизвестно, понимаю. Да.
Ну да. Ну надо беречь здоровье, потому что надо беречь здоровье, да. И в том числе, но если мужчина ты себя не уберег, то у тебя просто без руки, без ноги, и, то есть, потом вообще у тебя ничего не осталось, и жить некому, уже нечему жить уже просто. Понимаешь, долгий разговор. Что-то какой-то бред уже. Я просто к чему говорю, да? Да. Не, да, что, да, дела, да, да, ну понимаешь, да, что, да, женское это не мужское, женщина. Это я просто так сказал, просто я потом только допетрил, сколько это прикольно, что у женщин-то все наоборот, у них все на вкус. То есть, ну, чем мы отличаемся мужчины и женщины? То первичный половина, ну да, простата. Все, поехать простата снова. Что у женщин нету ее народа. Хочешь мужчина жить, тебе нужно обладать что-то. Ну, я согласен, но это я не думаю, что это то изменение, которое женщина это то, что рожает детей, то, что беременеет, которые кончают сперму, уж простите выражение, как бы и дают, и дает результат, и это и получается ребенок. Все остальное уже психбольное. Потому что, ну, то есть просто Silent Hill, когда, ну да. Девиации поведенческие на том или ином уровне, то есть, которые просто кои-то существуют для того, чтобы размножаться, понимаешь? Изначально это, наверное, связано с эмоциями, с любовью, с всеми остальными, с романтизмом, с прочим. Все остальное является отклонениями психического свойства, возможно, даже психиатрического. Это не касается. Я просто чего говорю, я ничего не навязываю, просто скажу, ну а как, только так, вот такая действительно. Мне на это, ну и что ты хочешь сказать? Нет, просто да. Ну, нет, это не к тому, что просто да. Литургический сон, да, понимаете. Это вообще не тема. Это я не помню уже что-то, что женщина это мужчина, женщина на самом деле. Это хорошо. Когда женщина как мужчина, это хорошо, а мужчина как женщина, это еще. То есть и так и задумано, чтобы женщина становилась как мужчина. Да, то есть женщина, ну там про себя рожает ребенка и становится мужеподобной, и становится мужланкой. Да, потом еще ребенка, и потом вообще просто. То есть так и задумано. А мужчина становится как я тебе так скажу. Даже не важно, рожает она или нет, то есть даже, да, они все равно все становятся как мужики. Это, но это не знаю, это просто ты так жизнь свою живешь. Просто, да, то есть, да, просто, ну, оно то же самое говорит. То есть жизнь свою, которая раза в полтора-два меньше, чем она должна быть, кстати говоря, да. Я просто тебе объясняю, что как бы, то есть вы, скорее всего, очень сильно неправы. То, что ваша правота, скорее всего, в действительности она будет почти что наоборот. То, что но она за тебя это действительность, потому что ты в этой действительности живешь, она называется твое тело человеческое. Определенного пола, к сожалению. Никого больше нет. Никого больше нет пола, такая один пол. Ну, мужской либо женский, только ну нет, просто разговор о том, что женщина это не мужчина, и тут не да, то есть женская жизнь в нормальном виде в пользу для людей, в том числе с любой стороны, женская нормальная для них в первую очередь. То есть стабильность какая-то там, я не знаю, какими словами ты ее скажешь про них, да. Чтобы было хорошо, счастье, чтобы уберечься, чтобы бла-бла-бла. Это количество детей и безвылазность, как скажем, да, не публичность. Ну, да, то есть очень близкий круг того, что у самого крутяна родилось, да, и
или те, кто медицина, которых тебе принесли извне, там, может, какие-нибудь стариканы, еще какие-нибудь инвалиды, или родились, ну, плохие родились, вылизываешь, ну, просто все нормально, да, и никаких операций миллионов не делаешь, просто, да. А они, оказывается, не... А потом ты вдруг оказалось, что они не инвалиды, а что жить они хотят, а жить они, значит, работать, или быть семейной человечиной, семейной человечиной, да, то есть, да. Ну, наверное, так, да. Это одно и то же, по-моему, одно и то же, конечно. Поэтому, да, а вдруг нет. Ну, она посмотрит, меня это не волнует. То есть, да, я тебе говорю, что да, смотри, на этой планете предостаточно ресурсов, чтобы все здесь могли прожить. Ну, с этим можно согласиться просто математически, понимаешь? Чтобы вот каждый индивид здесь смог прожить сейчас еще с улучшением вперед. Правильно, согласен? Да, чтобы, то есть, и даже чтобы просто войн не было вообще никогда на этой планете. Ну, здесь никаких войн, кроме людей, больше никто не воюет. Ну, что ты, ну, ладно, ты, ну, да, чтобы макаки даже, да, ну, ты макака, что ли, это во-вторых, ну, это ваша проблема, я тебе просто говорю де-факто, понимаешь, да, ну, то есть, мы, ну, типа, ты ничего никому не должен, у тебя одна единственная жизнь, я тебе просто говорю де-факто, ну, естественно, что так не будет, будет как бы градиентно, что люди будут меньше и меньше злые, меньше и меньше воевать. А возможно даже не так, но это меня не касается. Может все время будет 50, ну не совсем так. Но все равно даже если так вот будет 50 на 50 все время, тебе это все равно свою жизнь надо прожить как-то, правильно? Одну единственную, да. То есть, как бы, да, то есть, и скорее всего, да, то есть, да, может и так, может это вот эти. Это все никто, да. Нам, то есть, пока мозг человека и уровень там, типа, да, не разовьется, да, может быть и так, может быть и так. Просто злое ваше явление уже, да. Меня это не касается, да. Может быть злое, может быть доброе, потому что, да, ваших, ну, вот выбирай на чьей стороне просто, не касается, то есть, вашими словами, да. Если ты на стороне смерти, то ты, если ты жизнь, ты не можешь быть на стороне ее отсутствия. Ты самоубийца. Ну, то есть, как бы, да, мне не касается, ну, что тебе надо? С другой стороны, я тебе говорю, это все бла-бла-бла, правда в том, что надо, типа того, что женщина это не мужчина, она вывернута наизнанку, и что работа, она для женщин не предназначена полностью вообще. Что место женщины, да, вы понимаете, в пище, да, типа того, ну, пусть даже так, не важно, место женщины у очага, пусть даже так. Потому что ее слабость это не сила, слабость не может быть силой. Ее слабость это как бы это жизнь, это здоровье, это счастье. Ну, давай, тогда надо с понятиями определиться. Что такое слабость, что такое сила. Ну, если мы сейчас как мужчины долго будем разговаривать. Да. Женщина это слабые, правильно, организма. То есть, чем они сильны? Сильны духом. То есть что это самое, да. Ну, что они боль долго терпят, не знаю, зачем так. Что они терпели, что они могут вот по кругу ходить, если ты их запряжешь, они будут ходить по кругу, как сумасшедшие дуры какие-то, ну или наоборот, ну как умнички, да. Меня это не касается, да, понимаю, да. Ну, то есть, как бы, я ни к чему не говорю, я просто так. Да. Женщины, они никогда они ни одного дня мужского не живут, они все время живут женскую жизнь, каждый день. Да, и это просто правда, это просто факт такой от природы. Я тебе так думаю. Я не женщина, понимаешь, что ты на меня смотришь, я тебе просто объясняю, ну просто за слово нет. Я просто объясняю, что вы все женщина это не мужчина. Меня это не касается. Я про политику вообще не говорю, я тебе про действительность говорю. А политика, она может быть действительно связана вообще. Меня это не касается. Понимаете, я уже я тебе проще скажу. Ты что-то хочешь сделать, это немножко искусственно, но пусть даже так. Все дела, они делаются, как бы, это не политика, это точно, это во-вторых. А во-первых, они делаются очень индивидуально, понимаешь? Да. И по-мужски,
дела это мужская тема. А женщина, она не мужчина, понимаешь? Как ты ни крути, она все равно не мужчина. Можешь ее изуродовать даже, она все равно мужчиной никогда не станет. Она все равно всегда будет женщиной. Даже если ты ее посадишь на моржовые гормоны, и все что угодно вообще с ней сделаешь, и вместо молочной железы вырежешь, и туда конские, ну что-нибудь туда, чтобы оно вырабатывало гормоны и постоянно, там мужский тестостерон какой-нибудь, чтобы и борода выросла, и моржовый. Не знаю, я тебе объясняю, что будет, это будет все равно изуродованный женский организм. Очень страшный, сильный, но это будет страшное, необъяснимое уродство какое-то. Ну, просто потому, что у них что-то вот там крыша, ну как вот, представляешь, популяция мышей там, да, она понимает, мыши зашли с ума, понимаешь, да, и отгрызли друг другу половые органы, и что-то, то есть это уже из разряда того, что как минимум болезнь какая-то деревянская. То есть это из разряда того, что не лечится, и не то, что оно не выживает. Его не должно быть в природе. Природа самозачистилась от них. Через 100 поколений, либо, ну, что-то, кстати, останется от этой популяции, скорее всего. Но это понятно, что этого не останется. Ну, а может и не останется. Можно, ну, и не останется, не останется. То есть, вот это точно не выживает. И если и останется, это будет ее наследственной болезнью. Понимаешь? Это просто будет объем работы для тех, кто будет жить дальше. То есть, это будет проклятие для... Да, понимаю. Да, весь род человеческий будет тебя проклинать. Да. И прямо сейчас, скорее всего, знать нужно. Потому что ты не мужчина, правильно, да. Женского пола организм, ты же мой любимый муж. Долгая. Это слово просто. Я какой-то дотошный немножко. То есть и это намного лучше, чем то, что вам кажется нормальным, понимаешь? В этом самое прекрасное. Да, понимаю. Но это уже вы. Живи не хочу, вот оно все, да? Я это не думаю. Ну да. Смотри, не все изнутри. Потом ты сам отвечаешь, сам отвечаешь. А Фауст был извини, я запишу. Фауст был
А как вот не пасовать тогда? Как всегда жить? Если есть какие-то прошлые жизни, может и так, да. Кто не знает, ну, значит, нет ничего. Либо есть, но в какой-то форме, которая в другой форме. Но никто не знает этого. А ты, может, что, в дурку попадешь просто. Ну вот и все. Я тебе еще раз говорю, реальности достаточно для того, чтобы жить. Это все остальное это ложь. Знаешь, просто ложь. Вот то, чего нету, да, ну, просто ложь и все. Да, то есть, ну, то, на что нельзя опереться. Это то, чего не существует на самом деле. Понимаешь? Существуешь на самом деле ты, который во что-то верит или что-то там себе думает. Да, бредит о чем-то там. Да. Это про меня не говори, я-то, да, ну, к примеру, и так вот индивиды существуют, которые что-то там себе, да, понимаешь? Но этого недостаточно, они все время, ну, пошел нахер уже, да, да. Это просто сказка прикольная, мне так нравится. Я, то есть, да, в другой жизни я был, пухом я был. Вот, а теперь давай так. Если ты, вот если люди, которые в прошлых жизнях, там, их никто не садит в тюрьму, потому что они что-нибудь там делают на каких-то творческих основаниях, или какие-то даже доктора наук, но им любой доктор наук не скажет, то есть, как бы, вправе им сказать, потому что они шарлатаны. Ну, научное сообщество. Потому что, ну, и даже не так, что никто на них так серьезно не смотрит, и им надо будет это очень сильно доказывать, а доказательной базы нет. То есть, если к них припрут, скажут, вот, за мошенничество, еще за что-то, что они скажут? А мы художники только, видишь, все, мы не доктора наук, что мы тут, это самое, да, ну, ну, я тебе объясняю просто, что да. И это как бы нормально. То есть ты там всякие врачеватели, драчеватели и так далее. Для этого надо заниматься наукой, полностью уходить туда и доказывать то, что оно действительно существует. То в прошлой жизни, то есть ты такой, я в прошлой жизни был таким-сяким, и тебе доктора говорят, ну, ты просто в раке, и мало того, что еще шарлатан получаешь, потому что деньги зарабатываешь. Да, то есть ты получаешь идею,
ну да, так и выходит, да, то есть как бы или ты сам заблуждаешься и заблуждаешь других людей тоже, например. Это не важно. То есть как бы, да, и это не касается сути разговора, но такого просто нету, понимаешь? Просто или или тебя кто-то загипнотизировал, ты думаешь, что я есть какие-то там прошлые штуки, да, или ты тебя фантазия разыгралась, подсознание, там, что угодно, понимаешь? Вот и обосновывай, когда, ну, значит, это вот и говорит. Наука этого изучить не может сейчас, говорит, да, наука не знает, этого не может этого изучить, но мы верим в этот бред, а я тебе еще проще скажу. Но то, чего нет, если это есть действительно, значит, я к тебе, ну, то есть ты приходишь, то есть, значит, тогда, если это действительно есть, значит, все это знают. То есть ты так веришь в Аллаха, ты такой, вот я верю в Аллаха, вот и Аллах, вот он есть, и все. И все такие, ну да, ладно, тогда. Или я верю в Будду, и какой-то Будда, ну нет, Будда это просто был чувак какой-то. Ну, скорее всего, ну да, но это не касается. Я тебе просто объясняю, что это все к добру не ведет. Почему ты держишься за эту ложь? Вопрос-то в тебе и только. Потому что тебе страшно жить мужскую жизнь, вот и все дело. Потому что ты хочешь свою жизнь прожить зря. Понимаешь? Во вред рода человеческого. Ну, значит, деньги бери за это. Значит, бесплатно нельзя делать ничего, понимаешь? Потому что, значит, надо понимать. Если начнешь деньги брать, тебе сразу скажут, что ты шарлатан. Видишь, какая ситуация получается. Да, интересно, да. Да, ты тебе скажешь, ты кто такой, чтобы деньги-то брать? Ну, первый, 10-й, на 100-м клиенте тебе скажут, ты что ты мне расскажи, я про себя не говорю, да, и что-нибудь будет, потому что этого просто не существует, понимаешь? Да, то есть если существует лекарство какое-то, например, да, ты даешь эту таблетку, 100 людей помогло, 101 заболел, что-то с ним не то. Тогда он тебе предъявляет, говорит, я заболел. Вот, говорит, что тогда ты берешь и изучаешь, что произошло с этой таблеткой, что произошло в его организме, в чем специфика реакции и так далее, понимаешь? Да. Ну, он это имеет в виду, ну, я к примеру тебе говорю. Нет, ты все равно не доказываешь, что то, чего нет, что оно существует, невозможно доказать, понимаешь? Все, точка. Просто я тебя понимаю. Я тебе говорю, ты просто специально обманываешь, просто специально обвиняешь, просто подошел к черту, да. Еще раз я тебе говорю, да, да, вы все зла желаете себе самим, понимаешь, да, ты не хочешь свою жизнь просто жить, вот и все, намного проще все. Да, это просто вопрос времени, когда я вас уже заранее всех победил, я вам сказал уже, все, вот и все. А вы просто полны ненависти к самим себе, ко мне в том числе, к другим людям, да. Но затмевает глаза, наверное, даже так. Мне на это вообще насрать. Я тебе просто еще раз объясняю, что таких, да, ну, наверное, может, да, объем работы для мужика, а для женщин, значит, злоба просто, которая служба своему характеру уже. Женщина просто служит всю жизнь жила своим характером. Да, своим эго. Эго это мужская тема. Объем работы мужика. И это меня не касается немножко. Очень хорошо. Да. Но это не важно, это не хорошо, не плохо, просто вот так. То есть мужчина без характера это не полезный человек. А мужчина, который себя убил своим характером, это баба. Как ты потом откуда ты жил, тоже появился характер. Это долгий разговор. Ну, да, просто надо за него отвечать, вот чем, да, поэтому хочется как женщина. Или быть агрессивным, а как мне надо, да, то есть, а как надо работать, надо, наверное, это, ну это я уже говорю. Да, обязательно базу все. Работать. Общество людей надо познать, почему они получают.
скорее всего, даже любить искусстве. Ну ладно. Это всего лишь формулировка. Чтобы тебе радовало то, чем ты занимаешься, чтобы у тебя не было внутреннего противоречия. Ну, возможно, даже так, то есть, да, ну ты понял, конечно. Сама мотивация тоже. Ну, то есть, чтобы просто, не суть, что... Тебе никогда не поверю. Не то, что не поверю, как это объяснить? Так нет, тебе зачем быть несчастной, женщина? Зачем тебе быть несчастной? Зачем тебе работать, быть бизнесменшей, там, еще или даже политиканшей какой-нибудь там, еще или политиком, да, например. Иди беременей, иди в семью, делай какие-то дела свои женские, там, как вот, я не знаю, каким языком с вами разговаривать нормально, да, когда жизнь, да, добрую какую-то жизнь, семья, да, семья это точно правильно для женщин. Это как бы, как говорится, да, близкий круг, да, что мы все были вылизаны, да, наверное, что все были умными, да. И это точно тогда не зря. Все остальное не нормально, все остальное болезнь. А вот Яков. Любые слова говори, какая нахер разница, все остальное плохо. Нет, ну не плохо, мне насрать вообще на вас. Любое слово там скажи, мне вообще насрать. Всего остального лучше бы вообще не было, понимаешь? Да, вот и все, точно, да. Все остальное не жизнь. Не знаю, что такое, я тогда не знаю, но для тебя жизнь это быт, понимаешь? Да, то есть отдыхать на море, да, для тебя это жизнь. А я тебе объясняю, как мужчина, как, например, амиш, или, например, очень сильно православный, или, наоборот, очень сильно прагматик, антирелигиозный человек. Неважно. Это не твое собачье дело. Я тебе объясняю, я за это платить не буду. Сама мымра работает, это твои проблемы. Моя задача тебя забеременеть. Супружеский долг делать туда, где да, вот и все. Чтобы ты вообще не двигалась с места вообще никогда. Чтобы ноги у тебя вообще не схватились никогда. Это я как мужчина, как любящий отец, он же, как любящий муж, я тебе обязан тебе. Все, больше нет никаких задач. Если у тебя там что-то ломается, или там головушки, то надо погладить, поцеловать. Если там что-то ломается, то уже если серьезное дело, то надо куда-то отвезти к специалисту, как это самое, в каком-нибудь закрытом убежище, да. Но тоже нежелательно, потому что гипотетически можно причинить твоя же женщина, как-то, чтобы она отремонтировалась сама. Это надо, понимаешь, да. Типа того. Чтобы она гибкая, покладистая, ну не знаю, что на самом деле. Тогда самый ремонт. Главный компонент. Любовь, ласка, точно потому что женщина не очень интересный объект, понимаешь, к сожалению. Я не знаю, к сожалению, но в своем теле заключенные, не знаю, ну и они мамы. То есть это, понимаю. Им в этом, вот они в этом теле, но, ну, как бы, ну, она про себя, нет, я про себя не говорю, я про женщин тебе говорю. Вот он про себя говорил, да. Но деваться им, но им приходится постоянно, то есть ну, нам это не понять. Да, понимаю. Я просто понял, все жизнь. Но они не мужчины, у них психика не мужская, то есть у них их сознание, у них не мужское, оно женское, понимаешь? И они осознают, ну как тебе сказать, как не то, что они чувством это чувствуют, или как телом это текстуют, или хрен его знает, но они женщины, и это для них нормально. Что я как мужчина, я представляю, что я мужчина, что я такой, да, и у меня тут матка и всякое это, ну вообще просто нахер, понимаешь, да?
Для них это, наоборот, но это все равно все понарошку, потому что у тебя все равно тело, оно уже тренировано, что оно мужское с самого начала, с рождения еще или еще даже до этого. То есть, как бы, ну, что теперь поделаешь? Ну, это очень плохо, надо же. Это не касается. Так что все это понарошку просто. Мы можем себе представить психологически, что мы женщины. И можем даже ужиться в этот образ, но все равно не остается, насколько ты можешь даже тебя загипнотизировать, что ты вообще на 100% женщина будет. Но ты все равно не станешь женщиной, женщина. А может это просто чувство любви, или когда там разрядка, разряд, на каких-то эмоциональных, там, на всех как бы планах, там, феромоны какие-нибудь, еще что-то. Сила электрического размножения, на самом деле. То есть не поделаешь как. И это хорошо, потому что это то, что здоровьем, телом нашим просто человеческой популяции. Я тоже так люблю. Он про себя так думает просто, да, что прошлой жизни был такой или сякой. Но всерьез, но оно все будет покрыто позором, потому что это просто ложь. Мошенники, шарлатаны всегда было полно. И никакого серьезного эффекта ты не, денег, может, заработаешь. Слава какой-то такой. Но ты так ничего не узнаешь, что на самом деле.
Завали, мама родная, это верно, да. Вот это он выигрывает смысл и нормально.
Намного проще, да, он да, понимает уже, ты чуть-чуть понял меня уже, да. Ну, ты понимаешь себя. А мне-то какой толк у вас сейчас в романтизме, если я вас осеменять все равно не буду. То есть, поняла тебя уже. Деньги и все остальное время. Ну, то есть, отнимать то, что я бы мог дать, ну, давай чуть пафосно. Да. То, что я бы мог дать себе как специалисту, так скажем, бла-бла-бла. То, чтобы имело смысл. В том числе моей будущей жене. Понимаешь? А я буду в это, ну, и вот я иду в рост, да, вот я отнимаю время на шлюх и проституток, вот я падаю здесь, да, потому что, да, понимаю. Потом и время и деньги, кстати, тоже. Ну ладно, деньги оставим. Вот, потому что в это время, да, типа того, да. Но потом, да, потом снова иду в рост, типа того, да. Ну, как, ну, это меня не касается, да, то есть для этого специалист. Я просто, да, то есть, какой смысл мне этим заниматься? Мне нужна только жена, и все, вот я дорос до жены, раз пинг, все, да, то есть, когда она поняла, ой, так всегда было, понимаешь? Ну, иначе вообще просто, иначе смерть. Это и прямо сейчас происходит, просто в более извращенном виде. Это жизнеспособно и хорошо. Когда у мужчины есть голова, и когда у мужчины понимает, что главное, что, ну, типа того, что он романтик, что он романтизм. Когда уже решили с головой, это не очень нормально. Но она есть, ну я так уж, образно. Может играться на вот, да, вот это есть. Болезнь, смерть и рождение. Безобразие, безобразная чернота, все остальное. Страшное, да, звериное какое-то непонятное. Да, слепота и мерзость.
Черная была прямо какая. Страх Божий, да. Впрочем, мы сами с ними. Ну да. Ну, если не так, то не так. Реальность она одна для всех. Значит, наоборот, женщина должна работать. Женщина должна быть с головой. Правильно? А мужчина должен быть добрым, правильно? Красивым, умным, да. Да. Это ход, ну, плотный мужчина. Мы самостоятельно не знаем этого. Они ничего не могут собой распорядиться. Не могут ничего и так далее. Ну что, да. Верно, да. Понимаешь, то, что хорошо, оно не безобразно, понимаешь? То, что прекрасно, то прекрасно. То, что оно и здорово, и красиво, и нужно, и оно и живет, и выживает. И... Что значит прелюбодействие? Это что значит? Ты имеешь в виду, что тебя родят на свет, тебя родили на свет, или что? Ну, это говорил, я взял, вырубил, короче. Я себе это понимаю, понимаю, тонка. Вот это тоже, ну, я согласен. Я не жадный. Я когда соберусь, я найду себе невесту.
хорошо, это все с позволения отца семьи, понимаешь? Да, старший. Да. Ну, это он, ну, это я так думаю. Я занят, все, мне на вас вообще начихать на всех. Чё, да. Он о себе так думал всегда! Да. Ну и что дальше? Да. Я занят, нет, никогда не все. Что-то еще надо, что ли, сказать? Все? Потому что продукты мне дают бички там или кто там. Да это не важно. Родственники женского пола дают мне продукты, потому что мужского пола родственники либо платят за это, либо разрешают это. Вот и все. Да. Мне на вас насрать, потому что да. Это меня не волнует. Это вообще не мои проблемы. Вот и всё. Да. Пошел на фитнес. Ну, она, по-моему, тоже интересная. А можно ОСАГО подешевле? Найди ОСАГО подешевле. Банк.ру найдет ОСАГО дешевле, рассчитает стоимость в разных страховых компаниях и поможет оформить полис онлайн. Банк.ру знает, где выгоднее. God is with us. I have counsel. Hello, welcome to my channel, Medicine with Dr. Morin. Have you or someone you know just been diagnosed with COVID-19? In this video, I will review state-of-the-art treatments that we have for at-home therapy as of January 2022. As an introduction, Omicron, which is our current variant, for example, is presenting with more typical common cold symptoms such as runny nose, headache, fever, sore throat, and sneezing. We're not seeing fever and loss of smell or taste as commonly with Omicron.
So this makes it difficult for the average person to know whether they have a run-of-the-mill upper respiratory viral infection or actually COVID. So testing with PCR or a rapid antigen test will answer the question if testing is available where you live. Смотри, The time from Да. exposure. я все равно вам никогда не поверю, что мужчина это женщина, что мужчина должно исполнять женскую роль, а женщина мужскую, что мужчина в какой-то момент становится женщиной. Нет. Хватит мне зубы заговаривать тупорылые. То, что ты за женщиной ухаживаешь, это, я тебе не про это говорю. То, что ты с ней как бы не груб, ну и как бы, ну, чтобы ее заберегать, это, наверное, типа, ты что имеешь в виду? Это не женственность, это называется любовь, наверное, типа того. Просто, типа, просто да, типа, бережное отношение, там, нежное какое-нибудь, типа того. Наверное, то есть, да. Ну, давай тогда разницу понятий какую-то ведем. Мне на это насрать. Я тебе говорю, что мужчина, ты, да, то есть, ну тогда присохни, блин, к своей бабе, бля, и сиди дома, бля, и деньги тогда получай, не знаю, как инвалид тогда, не знаю я. Кто зарабатывает тогда деньги-то будет? Деньги откуда будут браться, да? Ты сумасшедший, что ли? Вы все ненормальные уроды, что ли? Да? Оно не стоит труда, потому что то, что у тебя член стал, это не трудно. Ну, в твоем случае даже дышать это тяжело, да, понимаю. Живи здоровьем тогда, наверное, значит, да. Да, не знаю. Ну, это все я говорю, поухаживать за супругой может. Да, да. Вспомнить, кто какого пола на самом деле. Не знаю, меня не касается это. Я уже работаю, что мало говорю. Меня не касается это. Я просто тебе говорю, что оно всегда так было и всегда так будет. Понимаешь? Уже я не могу тебе сказать. Меня это не интересует. Это все. Оно не касается вообще смысла того, что мы, о чем мы говорим, оно вообще никак не касается. Кого еще высказывание, да. Я тебе про себя говорил. Вот я тебе про это говорю. То есть имеешь в виду, что женщина это хорошо, а то, что она рожает, а ребенок это плохо. А дети это зло. Женщина это плохо. Я, ну, на свете думаю просто, да, дети мешают развиваться или что ничего. Ну, то есть я так думаю, такого быть не может сразу же изначально, потому что это внешние объекты, эти могут просто ты не собран и продолжай дальше. Да. Не можешь, да, временем, деньгами не можешь, не знаешь цель своей жизни, потому что ты не разобрался с собой, с личной гигиеной, да. Ну и так далее. То есть много мужских вопросов к самому себе направленных, да, которые все решаемые. То есть быстро, медленно, постепенно, активно, да. То есть жизнь жить можно, понимаешь, мужской, да. Я просто де-факто вам не верю, потому что мужчина всегда будет мужчиной, понимаешь? Мужчина всегда будет, вот, я тебе еще раз объясняю, что мужская особь всегда будет не с мужчиной, а мужской особью. Мужчина будет всегда мужчиной, понимаешь? А женщина будет, понимаете, уже. Мужчина будет всегда с мужчиной, это что ты имеешь в виду? Хорошо. Мужчина будет всегда с мужчиной. А женщина будет всегда с женщиной. Женщина какая разница? Я тебе говорю, просто вы все психбольные. Реальности такой нету. Не существует этого, потому что никак. Так не то, что дети не рождаются, так все и рассыпаются, возможно, так. У вас там идея идеальная, да. Он про себя, ну это не касается.
семья это женская тема, женское притяжение, понимаешь, что женщину любят и осеменяют. Понимаешь, если она становится мужловатой, это не в ее интересах, так сказать. Да. Не в ее интересах работать, и да, вот как гейша жизнь прожить, чтобы тебя взяли, и ты как в гареме сидела, только вот в гареме, только не в гареме, который там, а вот в гареме, который реально, как вот я, типа, постсоветского пространства. Многие не сдвигались у тебя, не сдвигались вообще никогда. Потому что то ты рожаешь, что тебя муж любит. То ты снова рожаешь, что тебя снова муж любит. То есть и это нормальная жизнь. Муж за тебя решит, будет он брать квартиру или не будет он брать квартиру. И это не надо понимать. Это реально жизнь счастья, понимаешь? Жизнь, которую стоит прожить, это настоящая женская жизнь. Да, да. То есть, как бы, я тебе говорю, тут побеждать нечего, но только вот такое вот. Больше тут ничего нет. Все остальное это ваша психбольная неадекватность, ваши болезни, уродства, сайлент-хиллы, которые просто тьма и гной просто психиатрический, понимаешь, который, да, просто забвение и как бы с проклятием рода человеческого ты сгинешь, и всех вообще, всех родов людских, если так угодно. Да, и самой жизни, которая эволюционировала до тебя, дошла ниточка вот эта, да? Да, вот я понял, я понял. Вот с этим ты и сдохнешь, служа вот этим своим женским своим привилегиям. Что тебе надо, что тебе не надо, квартиры, не квартиры, чем тебе распоряжаться, какими деньгами, семье деньгами или внешними деньгами, ресурсами, романсами, чем тебе сердцами распоряжаться, не да, то есть с этим ты и сдохнешь, как бы, сумасшедшим проклятием. Ну, не ладно. Да. Не суть разговора, да. Касательно. Здесь нечего побеждать. Понимаешь, что ты на меня так смотришь? Это всего лишь вопрос маленького-маленького времени. Когда я тебе докажу, что я намного правее, чем ты. Я намного правее, чем ты, и ты еще окажешься на моей стороне, понимаешь? Да. Потому что ты не захочешь умирать просто. Я просто вообще да. Потому что такая действительность просто, понимаешь? Я здесь ни при чем. Вот она просто действительность, я тебе сейчас просто за нее говорю. Вот она действительность. Что женщина, она всю жизнь будет женскую жизнь жить. Все, больше ничего нету. А мужчина мужскую жизнь. Для тебя это проклятие, я понимаю. Ну а что теперь сделаешь? Делай выводы. Для тебя нет и так далее. Да, понимаю. Есть выход. Если ты мужчина, как бы, меня не касается, я не то, что за тобой ухаживаю, ты уже понял, как бы, что это не роковая, там, что всем можно жить на самом деле, что это все как бы, да, что это, не буду, да, да. Даже женщина тебе не помеха, дети, которые она нарожает от тебя, презюмабли, да, не помеха, да. 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 Постепенно. Профессиональная реализация. И я сначала тебе говорю, вот эти 3 штуки, туда не лезь. Это не профессионально. Это разрушение и безделие. Это разрушение, смерть, пагуба и преступления, возведенные в ранг. Возведенные в ранг. Он про себя так думает просто. Возведенные в ранг, как бы того, что изначально вот оно все идеально правильно. То есть, как возведенное в ранг того, что это идеально лучшая работа, идеально лучшая. Да, здорово. Неважно, как это все словеса. Да. То есть за эти преступления никто тебя убивать не будет. Понимаешь? Потому что ты обслуживаешь просто пороки, можно так сказать. Да, ты просто обслуживаешь зло этой популяции. То есть, типа того. Да, и они готовы любые тебе мзды платить, чтобы ты, да. Чтобы ни за что не отвечать,
чтобы не жить своей жизнью, чтобы быстрее умереть, чтобы болеть, чтобы подыхать, чтобы жить как животное. Ну, в человеческом понимании. То есть как бы в обратную сторону эволюции. То есть, что? И так далее. Понимаешь? Просто чтобы своей жизни не жить, не прожить. Ни в коем случае. Да, понимаю. Тут негде вас побеждать-то даже. То есть я не то, что это побеждать, просто да, ну да, просто вот такая жизнь, так она всегда была и всегда будет. Умей, да пошел нахер, блин. Скуру, да. По веки веков, да. Ну, да не надо. Не надо. Понимаешь, это не вера, это реальность. Ты слышишь разницу? Это, ну, хорошо, это мое познание реальности, которое намного-намного более ближе к тому, что вы хотите сказать. Да, потому что если ты включаешь политику, ты там видишь, ну да, я понимаю, там политику или какие-то там, да. То есть все как будто такие говорят про реальность, как будто они ее понимают, и действительно понимают, но как-то вот так, искаженно как-то, вдалеке, да, то есть как бы, да. Им, в принципе, на это насрать. Не пытаются, да, понимают, да. О, ты вообще сказал, что это они не собираются так свою жизнь дожить до конца. Да, это их проблема. Да. Ну да. Я тоже не знаю, понимаю. Долгий разговор. Да, да. Да. Ну да, да. Женщина это не мужчина, и все, и точка. На рабочих местах в идеале нормальных женщин нету там просто. И не появится, даже не узнаешь никогда, не увидишь. Их не увидишь. Они где-то в домах, в ближнем круге, наверное. Да. А все, что ты видишь, это на букву Г. Это неудачный женский эксперимент. Ну, или мужской. Меня не касается, но мы еще скажешь. Это женская жизнь, которая, ну, индивид женского пола, который живет не в том направлении, который почему-то хочет прожить мужскую жизнь. Неизвестно почему. При наличии мужа они не беременны и активно сопротивляются своей любви, скажем так. Мужской, да. Осознанно, подсознательно, там еще что-нибудь прикрепить, да. Как бы так или иначе, на жизнь. Ну да. Вот, значит, у них нет здоровья, и любовь не попадает туда, куда надо, да. Ну, типа того. Нет желания их взять на ручки, и типа того. Тебе говорю. Это нехорошо. Exposure to the virus to symptoms is shorter with this, 3 days for Omicron on average. Now, test positivity rates are very high, and so even a negative test with typical symptoms may be a false negative. For example, if someone else in your household is tested positive, it's highly likely that if you have symptoms, that your symptoms are from the virus as well. Secondary infection rates in households are quite high with Omicron as compared to other variants. The good news is that severe disease does appear to be a little less common than Delta. However, I wouldn't call it mild. And primarily because of the large numbers of cases and how infectious this variant is, many people are ending up in the hospital and the ICU, and people are dying of Omicron. For healthy people with 2 or 3 doses of vaccine or previous natural infection, the symptoms are quite mild and often over within a few days.
Home remedies such as ensuring that you keep up with fluids and do not become dehydrated, as well as using acetaminophen or Tylenol as it's often known, can be quite helpful for symptom relief, just as you would for any other common cold. This variant is very infectious, so it's important that you don't go to work or go out into your community. It's also important to isolate away from other people and pets in your household. If this is difficult to do, masking at home and opening windows can improve ventilation and limit transmission. If you're going to mask, wear a proper mask, either a surgical one or an N95 mask. We know based on the only cluster randomized trial from Bangladesh in terms of masks that even 3-ply cloth masks are not statistically helpful at preventing transmission of this airborne virus. You, of course, should return to your normal routines and back to work as per your country's public health guidelines. If you're at higher risk, given your age or comorbidities, the most important thing that I can't stress enough is to talk to your doctor if you are diagnosed, as we do have treatments which I will review in a moment. Now, a lot of people ask me, when should I go to the hospital? If you have chest pain, wheezing, shortness of breath, a persistent fever, palpitations, dehydration, or significant lightheadedness, those are the usual things that should prompt you to go to the emergency room. People at high risk can monitor their blood oxygen levels. These devices can be purchased online, and many of the smartwatches have this capability too. Мужчина это Now, мужчина, people он with никогда не normal будет lungs will have женщиной. an arterial oxygen saturation between 96 to 100%. If Ну the хорошо, смотри, если ты мужчина, ты никогда не будешь с женщиной. Потому что тебе надо быть женского пола, чтобы быть женщиной. Нормально, то есть говню какой-то. То есть пси-больные какие-то. Что-то здесь неправильно, понимаешь, происходит. То есть, тебе нужна активность брунгиды, что я тебя выбрала, нет, ну-ка выбирай меня, я сказала, выбирай меня. Ну, как бы, что-то типа того. То есть это женская, нормальная женственность, это образование, здорово. Да, то есть, я тебе говорю, через какие-то, ну, она себе так говорит, вот пройдет 5000 лет, например, я к примеру тебе говорю, или сколько-нибудь лет, и психологи таких людей будут сажать в карцеры, понимаешь, которые себя так ведут. Я сказал, да, то есть с проявлениями агрессии, понимаешь? Ну, потому что они будут небезопасны. Они и сейчас небезопасны для общества. Только это, я просто и объясняю, да, что это сегодня это психологические девиации, завтра это будут психиатрические, как тебе объяснишь, что понимаешь, что завтра это просто будет, потому что ты будешь как бы, ну, причинять как бы вред людям, понимаешь, окружающим. Но в этом завтра не будет ни твоих потомков, ни тебя, так что можешь с облегчением сдохнуть. Да. Меня не касается, я просто тебе объясняю. Да мне насрать просто, ты просто понимаешь, я про себя говорил. Да. Я чихать на вас на всех хотел, вы всего лишь, все равно никто из вас прийти. Мне на вас насрать. Все выживают, все потихоньку, как у меня, я не готов, может. Я просто тебе говорю, вы все просто частные случаи чего-то, ну какая-то жизнь, да. Меня не волнует это. Я тебе просто объясняю, да, что и это нормально. Что женщина, которая никогда не будет думать, что она мужчина и что ей что-то надо делать мужское, это нормально, понимаешь? То есть и вообще, которая никогда, в принципе, особо думать не будет, она будет понимать, что она женщина, что думать она особо, ну, как бы нет такой функции. Она особо не умеет и не надо. Мне на вас вообще насрать. Еще раз я тебе говорю, что да. Ну, он про себя так думает, да. Вот типа того, да. Мне насрать, что ты про себя думаешь. Еще раз я тебе объясняю. Да. И это нормально, что женщина, она будет всю жизнь женский организм женского пола. Всю жизнь она будет жить женскую жизнь. Это уже просто такая реальность, она просто уже сейчас такая, понимаешь? И она таких, да, даже при каком-то, ну это просто так, я уже шутил специально. То есть, что бы ты там ни придумал, все равно так и будет. Просто он будет изуродованный. Ну, интересно, да, меня не касается. Да. Ну вот она, понимаете, просто, да. Жить надо, не знаю, как по-женски жить, помоги, развивай, живи. Мужа своего смысле, да. Всем подряд, не надо.
Все остальное как бы... Хер с ним, ну, я не знаю, думайте сами, короче, это не имеет значения. Да, то есть, если ты замужняя, то это нормально. Если не замужняя, то примерно то же самое, только кто успел, тот меня не касается. Да. Пара выпил, я еще просто понимаю, это не волнует. То есть, как бы, да. И что мужчина тоже каждый день будет жить мужскую жизнь, понимаешь? То есть он ни одного дня у него не будет женского в его жизни, понимаешь? И это нормально, да. А все остальное это не очень хорошо уже, да. Понимаешь? Лучше бы этого не было. Или чем меньше, тем лучше, или еще что-то. Да, понимаю. И не надо оправдывать то, чего как бы, то, чего нету. То есть женщины, которые мужские, ну, зачем тебе какие-то роли исполнять? Если ты не мужчина, эти будут плохие все роли. Они все не только плохой пример показывают, а все просто будет ненормально, потому что тебе придется что-то делать ненормальное с собой, потому что ты не мужчина. У тебя нормально, да. Вот для кошки нормально быть кошкой, для собаки нормально быть собакой. Да, понимаю. Ладно, то есть я так думаю. Ну, тогда получается, как монашка надо жить, если у тебя нет мужа, да, и это нехорошо, потому что так не задумано. Ну, можно так, можно как угодно говорить. Ничего там нормального нет, потому что когда нет любви, когда тебя никто не любит, внутрь тебя сперму не оставляет никто, то есть никто за тобой не ухаживает и не добивается этого, как бы это не очень хорошо, понимаешь? Ну не знаешь, как ты что тут это, ну в смысле, ну это уже меня не волнует. Да. То есть, ну, наверное, да, то есть надо, ну, я что, наверное, мне это не касается, это ваши девиации, ваши ненормально уродливые. Молодежь. Ну и что дальше? Значит, до свадьбы давать нельзя, еще что-нибудь скажи. Это все ваше, мне вообще похер на это все. Ну, наверное, да. Мне на вас насрать, еще раз я тебе говорю. Нормальная женщина, значит, честно говоря, она не то, что давать до свадьбы не будет, ее никому не отдадут до свадьбы, понимаете? Ну, по идее, так, да, понимаешь. Но поскольку у нас такого вообще не планируется в нашем обществе, не знаю, изначально, не изначально, и поскольку женщины все равно автономные, и все равно они могут шастать, не ходить, то есть, поэтому тебе саму себя придется как-то, да, здесь надо, наверное, да, меня это не касается. Да, кто крепче взялся, тот и это самое. Ну, это все как бы уже мужловато, поэтому там изначально уже корень мужской в этом. Поэтому кто тебя добился, вот кому ты нужна, то есть их здесь дело не выбора, а дело в том, что делать турнамент, да, наверное, как турнамент, да. Наверное, да. Меня не касается. Да, это кто и что дальше-то? Кто тебе чем обязан? Кто тебе мешает свою жизнь жить не в мужском смысле, а в женском? Надо семью тогда идти служить своим каким-то людям, которые там в семье, которые сделали тебя такой вот, да, понимаешь, да. Если остался еще кто-то. Есть тоже живой, да. Ну, она поняла, я меня не касается, понимаешь? Это вы сами раскрываете. Верите на одно для всех, понимаешь, что чувствую. Это, ну да, не надо тут просто. Женщине достаточно быть прилежной, аккуратной, не мужловатой, не беспечной, да, какой-то, да, понимаю. Ну, наверное, скромной, скромницей, может, так тоже, да.
Смотря что ты имеешь в виду. Ну, немного. Да. Ну, да. Но если ты самой себя выдаешь, это уже как бы проституция. Понимаешь, если ты, да, то есть тебе уже надо как-то, да, меня это не касается. Да, лучше, да, чтобы тебя самый, как сокровище у тебя нашел. Это самый лучший вариант. Это самый женственный вариант. И вот он как-то, как вот птички на крылышках несут, как вот эти про святых-то. Но святые это антилюди, как бы, да, условно. То есть, да, типа вот все за тебя, сам мир тебе решит, да. Твоя душа, не душа какой-то развратницы, которая начиталась, как бы, понимает. Я имею в виду, да, какой-то, вот, да, наверное, да. Ну вот это и есть это этическое воспитание. Ну, так вот как-то, да. Кто на тебя обязательно приведет, возьмет себя. Настолько, что начнет ухаживать за тобой и дотерпит до свадьбы, до окончания периода. Да. Да. И будет это не мое. Да. То есть все хорошо. Ну и хочется сказать то, что было утешение, как бы, да, честно сказать. Я вам чем-то обязан, почему я так говорю, а? Я за себя на самом деле просто говорю, чтобы как бы, да, чтобы как бы вам понятно было, что поняла это просто. Да, что как бы, когда женщина сама себя выдает, даже если ну, все, там тебя взяли замуж, выдалась ты замуж, все, теперь надо ноги раздвигать и быть покорным. Но изначально, когда ты уже там, ну, это будет сложно уже сделать. Потому что если у тебя уже характер, то есть это значит, что ты уже тебя характеризует. Значит, уже и мужик, который тебя взял, он уже тоже с изъяном. То есть отсюда, значит, да, то есть, ну, типа того, да. Но ничего не мешает вам взаимодополняемо там дальше развиваться. То есть бразды правления передаешь мужу, как бы, еще бла-бла-бла, что-нибудь там, да. Понимаешь, да. И это нормально, понимаешь. Где-то в глубине души, наверное, ты об этом не читала себя. Просто ты себя презрела, может, если психолог бы сказал, да. Долгий разговор. Просто ты нездоровый и собираешься только здоровый до конца не света. Потому что, наверное, никогда не простишь уже никогда, да. А он-то здесь при чем? Ну, не знаю, думайте сами. Да. Ну, наверное. Ну, не так, значит, как. Да. Да, ладно, да. Да, проблема, конечно, постоянно работаешь здесь. Я у нас я так думаю. Что, мужик, что ли? Ну, просто, то есть, это я сейчас женщина работает, все равно постоянно. Наверное, добра, ласки там, какая-то гибкость, текучесть, что-нибудь такое, что еще там. Да. Да, неподвижность. Ну, такая блаженная эстетичность, стадия блаженства, да. Да, блаженная обречённость. Да. Это меня не касается, понимаешь, потому что женское тело, да, ему доступно все. Нет, это просто шарлатаны там. Где-то уже, ну покажи нам свое женское тело. Так я еще раз говорю, что, да, ну про себя так думаю, да. Вот это, ну хорошо, это просто такая формулировка.
Потому что женщина, да, вот она сама в себе, она хороша, и да, если ее любят, то все. И это, она может быть в стазисе, там, не только, не просто борщ, там, вообще просто. Да, они по-другому. Но природа не даст ей просто так лапки сложить, как минимум природа, а еще и забота, да, еще и, наверное, милосердие какое-нибудь, доброе сердце, родные близкие, которые дома, бла-бла-бла. Просто потому что ей на душе будет плохо, когда... ну это не обязательно, я понимаю. Ну да. Ну да. Все равно есть. У всех, меня это не касается просто. Мешает этому только характер, понимаешь? Ну, наверное. Я не знаю, что ты, блин, мне на это вообще начихать, потому что, да, сумасшедшие уроды. Это же сумасшествие. Собаки объясняют, что она собака, а кошки объясняют, что она кошка. Это надо настолько быть психбольным уродом. Ты меня за кого держишь-то вообще? Вот я тебе говорю, что женщина это нормально, да, то есть стазис, беременность, ноги раздвигаются, и человек рождается. Но перед этим что-то еще надо, да, должно произойти, да. Да мне насрать уже на вас просто насрать. Ну, значит, не надо коитуса вообще. Значит, вообще, все, точка. Будь старой девой, сиди дома без денег, в той семье, где тебя родили, со старыми родителями, влизывай их, ухаживай за ними, за всеми прихотями, да, как монашенка, только по-настоящему. Кроткость, любовь, да. Да, вот и все. На ничтожной работе работай безденежной, если придется. Пришлось, да, понимаю. Или само решила. Но это не важно. Ну, что теперь делаешь? Так уж мир устроен. Если тебе пришлось куда-то вылезать, следовательно, там тебя кто-то увидит на этой работе. Следовательно, кто-то, скорее всего, начнет за тебя, ухаживать, там, или просто захочет с тобой даже ночь провести, скорее всего. Если ты не дашь до брачной ночи, то найдется человек, который будет мужчина, который тебя возьмет. Я тебе просто предлагаю один из вариантов, да. И так далее, да. Просто вот от балды, понимаешь? То есть, что ты тут еще объясняешь? Да, то есть женщина имеет право женскую жизнь жить полностью, и это хорошо, понимаешь? Потому что, да, деньги, чем ей одинокая судьба? Если у нее есть дом родительский, если ты покладистые денежки зарабатываешь, может, тебя не выгнали, ну, если даже выгнали, если у вас такая традиция, значит, живешь одно, значит, да, самостоятельно снимаешь квартиру, хотя я сомневаюсь, что такие традиции есть, как бы, да. Ну, в каких-то семьях может и есть. Ну, каких-нибудь американских, там, типа, все такие самостоятельные, все такие прям, да, все такие лучшие насосы и урожденцы, да. Меня это не касается, и нерадоспособные, да, и так далее. Я просто тебе говорю, что, да, это не важно. Ну, живешь, значит, одна на безденежной работе. Кто-нибудь там тебя возьмет, какой-нибудь, ну, так тем более, да. Почему безденежная? Потому что денежная работа, это не женская, да. Потому что, да, то есть, ну, я тебе как пример просто объясняю. Как пример. Потому что деньги это не женское вообще, понимаешь? Точно так же, как доброта это вообще не мужское, понимаешь? Да. И покладистость, и бесхарактерность это не мужская тема, понимаешь? Да. Ну, я понял уже. А ты чего ты будешь, ради чего ты будешь свой характер? И что дальше, цель такая? Меня это не касается. Ну, значит, без характера тебя да. А как ты будешь своих амбиций достигать? Ну, цели поставлены, еще что-нибудь там, не знаю. А не надо никаких амбиций, надо просто деньги зарабатывать, татарскую семью, там, добрая, головая баба, там, где можно родиться. Слава тебе. И ходишь, водку пьешь по четвергам. Не знаю, просто так вот не буду. А тут негде юлить, это реальность просто. Просто жизнь такая у всех. Вообще у всей популяции людей полностью, да.
Да, здесь даже басни негде рассказывать, просто вот так вот все, как математика. Да. Ну ладно, может, это я просто так уже назло говорю. Да. Вот просто такая вот реальность. Да. Нет таких вариантов не предусмотрено. Я как отдельная особь мужского пола, я не согласен на все это, понимаешь? На то, что ты мне предлагаешь, квази-нормально. Для тебя оно нормальное, а на самом деле оно ненормальное. Потому что оно даже для тебя ненормальное. Потому что у тебя есть здоровье, у тебя есть тело, которое человеческое, которое женского пола, например. Или мужского пола. То есть, да, лучшее подтверждение того, что ты по себя. Вот это и есть он, да. Да, сдохнешь от старости, да. Тебя твои мнения, как бы там кто-нибудь сказал, это просто скрючит тебя в жопу просто полную. И дела твои останутся как бы поверхностно. Будешь юлить. Да. Дела, понимаю, это долгий разговор. Меня не касается. И в какой-то момент перейдешь на быт. В той или иной форме вместо жизни. Наверное, я обсуждаю просто себя скрепы или как листа. Скрепы, да. Как артиста. Как человека творчества, как, да, ну, как мужчину, который в своей специальности какой-то вес. Ну, не забрал дальше. Ну, были. Да. Наоборот. Дела Господни. Ладно. Наверное, не надо. Нет, я тебе говорю, что получается, что все будут вместе заодно, понимаешь? Ну, иначе смерть просто, да. Наша, да, болезнь, и забытие вообще, и ужас просто. И Silent Hill, и все вместе. Все, что ты не хотел ни себе, никому вообще, ни детям и так далее. Да, да, нормально, все нормально, да. Все, не надо. И понимаешь, и даже все карты религии крыты. Понимаешь? Потому что ты придешь сейчас, ой, ну это... как бы пришел, опа, и оказывается, есть реальность. И в религии тебе скажут, ну, как бы есть реальность, но она нереальна. На самом деле... Ну, с реальностью вот так вот обходишься. Ну, примерно как-то надо жить, как-то хоть примерно как-то, как будто бы живешь. Ну, себе так говорит. Нет, ты можешь мне все угодно в лицо смеяться, сколько угодно, понимаешь? Я тебе еще раз говорю, я человек не религиозный, да, ну, религиозный, да, понимаю. Ну, не, ну, про себя так думает, да. Да, ты даже не понимаешь степень моей нерелигиозности. Даже не можешь, я тебе говорю, что, то есть, живу, да, поэтому не будем про это говорить. То есть заведомо сразу же, религия это сразу же ложь, понимаешь, сразу же облегчение твоих как бы твоей смертности, то есть того, что ты сам себя убиваешь, того, что ты не желаешь жить, скажем так, да. Да, понимаю. Просто, это когда ты, например, сам себе, вот это уже кто-то говорил, сам себе отъедаешь руку, и ты говоришь, как это больно, тебе человек подходит, ну-ка не ешь свою руку, дурак. Да, где-то, у тебя пришел религию, тебя поставили на локин, чтобы ты спокойно доедал себя. Понимаешь? Примерно. То есть, и не более того. Они же там тоже, ты прислушайся, что религии говорят. Они говорят, есть реальность. Правильно? Вы понимаете, но нет, они говорят, есть реальность, и тебе все равно придется ее жить, но они говорят, что есть реальность, и она как бы, да, против религии. Но она, понимаете, но это не важно,
ты можешь как угодно говорить, они все равно тебе скажут, что есть реальность. Понимаешь, потому что они просто, да. И в реальности нет никакого Бога, ничего здесь нету, понимаешь? В реальности есть только ты, который живет телом, которое, ну, вроде как получается, что от Бога, там какая-то что-то есть у них там, то ли душа, то ли ксюша, то ли еще что-то, искра Господа, или что-нибудь там. Да, что-то вот такое вот живое, да. Чтобы пожить Господня дам, и тогда меня это не касается, а просто я без него наоборот, да, стадо баранов, овчи, там еще что-то, да. Я не пытаюсь не оскорбиться, ничего, я просто, это все долго, не суть разговора. Просто обязательно придешь, понимаешь? Люди все приходят. И покажешь всем пример баранства. Потому что я как молодой человек, которому лет 19-20, я смотрю на это, и я ведь не знаю, я не осознаю и не понимаю, что этот человек, которому там 50, 60, 80 лет, что он как бы, ну как ты скажешь, что он ненавидит просто жизнь, поэтому он и пришел туда, понимаешь? То есть и жить ее не собирается, понимаешь? И что они все там отступники от жизни. То есть они все жизни ненавистники, там, понимаешь? Они все очень плохой пример показывают своей популяции. И поскольку таких людей очень много, которые знают, понимают, да, то есть складывается впечатление, что религия как бы такой, типа, о-о. И люди, которые молодые, маленькие, и как бы можно легко, ну да, понимают. Да, понимают. Да. Вот это. Ну, нет, ну, как бы, что ты хочешь сказать, что музыкант. Ну, это, да. Ты пытаешься сказать, что я там, типа того, нет. Ну, скажем, она не духовная музыка, да, то есть все-таки она светская, да, классическая, академическая. И она была культовой, да, скажем. То есть культовая обслуживала, нет, не знаю, чем там обслуживала, понимает. Ну, да. Может, зомбировала, может, воздействовала на душу, на психею, на психику. Вот, да, рассказывали образы, или еще воздействовали на людей, может, ладаном, ядом, еще каким-нибудь там, помаром, еще чем-нибудь. Неважно. Как бы, да, то есть, и это не осуждение, это не плохо и не хорошо. Я просто объясняю, что, да, и до этого были шаманы, которые, например, то же самое делали. То есть, выходили за грань познанного, выходили из своего, где? Покажи. Фотки покажи, доказательства. Наверное, просто, да, то есть, ну, нету таких доказательств. То есть, что ты имеешь в виду? Должно быть биополе, которое вот оно так расширяется или еще что-нибудь. Покажи, ну, значит, сфотографируй, застолби, аддонный коллайдер, что-нибудь придумай, сделай, докажи, чтобы никто не смог опровергнуть. Что есть факт того, что ты стукнул молотком, отлетела искра или что-нибудь там произошло. Вот этот факт. И поэтому я на этом основании заверяю, что карма есть, например. Все такие, то есть и тебе сразу же скажут, нет, ты как бы, мы можем сказать так, но это не доказывает, что карма есть, но это очень интересный факт. Понимаешь, да? И он, к примеру, тебе объясняет просто, ну, не карма, я имею в виду, всякие биополя там и так далее, да? То есть ты, да, ну, он понял, я, к примеру, тебе просто объясняю, да, что так, ну, к сожалению, вот так вот, понимаешь? И я тебе еще проще скажу, если есть реальность, то этого всего вообще не надо. Достаточно понимать. Да. Ну вот это вот тебе говорю, да. То есть жить можно всем. Да. Постепенно. Да. Неосознанно. Если ты мужчина, ты не можешь жить как все. Понимаешь? То есть это уже не по-мужски. Понимаешь? То есть, да, ну да, это уже не по-мужски. Уже не по-мужски. Жить как все, правильно? То есть, либо ты живешь как все, с каким-то просчетом. Не просчетом, а расчетом с каким-то. Ну, например, ты живешь тогда, ну, может, и это и просчет как раз есть. А когда ты будешь тогда реализовываться, когда ты будешь накапливать профессиональные навыки, да, на крыле ты когда будешь, ты наверное, понимаешь, вкладываешь момент, что ли, это все. Ну, мне это не касается, просто я объясняю, что да. Это уже более осознанное поведение, но можно и лучше, правильно? Какие-то варианты еще есть лучше. Мне не касается, это уже не определять, это твоя голова, просто я тебе объясняю, что
Да, то есть мужчина всегда с левой на голове. Да, потому что, да, ну, да, это нормально. Если бы так не было, ну, да. Ты уж как понял. Постепенно, потому что все, что значит скромность? Ну, да. Ну, я имел в виду другое, я имел в виду, что надо в чем, да, надо профессиональную амбицию, как-то так, да. То есть ради чего ты залез в эту профессию? Что ты считаешь вот, святым или что-то, свято, сильным? В чем сила? Да, то есть ради чего ты там, именно там вот? Деньги, власть, сила, что-то и что или что-то, я не знаю. Да, ну, к примеру, да. А как она реально, ну хорошо, а как она реально работает тогда, то, что ты видишь, да. Неужели ты же не можешь этого не знать, ты глаза-то раскрой, посмотри на что-нибудь, да, понимаешь, да. Да. Вот видишь, зло, которое просто незнание, да. Неумение, наверное, да. Ну, смотри сам. Знание, неумение, некачественное, постепенно. И для этого есть время, что когда время наш друг мужской, да, чтобы ты наработал что-нибудь там, да, двигался в своем направлении. Наверное, да. Ну, значит, есть какие-то. Смотри, ты можешь, например, ой, это надо, значит, вот какие варианты? Это значит, надо всю литературу перелопатить. Это один из вариантов только. Ты можешь другим путем пойти. Ты хочешь овладеть фортепиано. Что значит овладеть фортепиано, например? В какой мере? Что тебе даст удовольствие, удовлетворение, там, или, то есть, как бы, ну, то есть, я имею в виду удовлетворение в том, что, ну, он про себя, да, просто для себя, что ли, заниматься? Ну, я имею в виду профессионально. У вас столько времени, чтобы, да, понимаете, это, вы здоровье потеряли, поэтому так, ну, да, касается. Ну, в данном случае я имею в виду профессионально. Не проходит и даже какие-то оздоровительные упражнения. Ну, наверное, если оздоровительные упражнения, которые вы можете забыть все равно, да, испугался, да. Я тебе сейчас говорю, у меня нет такой цели быть преподавателем, да? Но я рискую, потому что все равно придется на перекладных или на смежных работах, на смежных специальностях, пока преподавал. Кто как понял, все от меня, как говорится, да.
Надо работать так, чтобы не портилось, да. Не то, что просто настаивать, на чем тут настаивать? Все равно, слушай, вот я про это тебе и говорил, он про себя говорит. Да, вот видишь, столько непознанного, ты понимаешь, непознанного, неосознанного, да. Вот очень нужна, ты как мужик очень нужен в этом месте, понимаешь? Никто кроме тебя этого не сделает. Если ты запряг туда уже. Нет, там дальше сам наброжено, говорит, да. Желание просто. Просто как ты узнал, что это самое, да. Это, наверное, моя ошибка, но... А может, нет, просто в целом. Да. В первую очередь надо было свое состояние. Да, и понять, что женщина это не мужчина, понимаешь? Что и это хорошо. Это и ласка, и любовь, и счастье, и они сами рады тому, что они мужчины, понимаешь? Да, у нас, ну, такой вот, понимаешь, да. Это всегда так, понимаешь? Вот когда счастье, всегда женщина, всегда не мужчина, всегда ее на ручки берут, всегда, потом она беременная и водится с малышом. А потом папа решает, что с этим малышом, куда, в какую сторону он ползет, там еще что-нибудь. В какой квартире, или не в какой, или здесь же то же самое. Что приносить домой, там, как свой быт заносить, как его приобщать к цивилизации, при помощи компьютерных игр или при помощи... Еще чего. Тоже может быть как вариант. Но идеальный вариант это когда ты ничего не делаешь лишнего. Идеальный вариант, когда ты вообще ничего не вкладываешь, когда они сами развиваются. Либо сами дома дочки, матери. По хозяйству помогают, за папой ухаживают, за братьями и сестрами, наверное, да, типа тут души, безусловность, характер, да. Ну что, тебе неприятно быть хорошей, что ли? Добрый, ласковый, настоящий. Скорее всего, на это. Воспитывать-то иначе, как бы. Это уже не касается. Ты как отец что можешь сделать? Это уже их проблема. У них уже свои тела, и их свои взаимоотношения с обществом будут, бла-бла-бла и так далее. То есть, да. Не вправе вместе делать. Да, может быть и так. Не суть разговора. То есть вот оно общество. И я тебе говорю, что это нормальный вариант, просто ну там бесплатные детские сады, куда-нибудь там и все, и пошли нахер, растите как это самое. Нет, растите как нормальные люди. В твоем варианте это, то есть тебе может сразу не получится, так же как это, ну к этому, да, но постепенно наработаешь, это нормально, да. Пользуйся тебе в первую очередь как мужчине. То есть это тебе будет помогать, наверное, да. Ну, думай сам, короче, ты только на детей сможешь там детей. А ты что, ты Дон Корлеон, что ли? Что? С миром обворовал ради своего ребенка, что ли? Женщинам я вообще не разговариваю с женщиной как с мужчиной. Это уже сама по себе безобразие и аномалия, что женщина на рабочем месте
это нехорошо. И не важно, что вы там думаете, потому что так. Понимаешь, как бы, да, ну, значит, в веках не останется тебя. Понимаешь, то, что ты вот жила как женщина, только ну, какой-нибудь там. То есть, как усилить это КПД твоего присутствия, твоего счастья, в том числе, да. Надо быть родной, то есть рожающий, да, то есть любимый, значит, то есть ласковый, значит, малоподвижный, наверное, то есть любящий, любимый, наверное, да, хороший, значит, наверное, Поэтому не принимается. Я ваши аргументы о том, что мужскую жизнь прожили, да, будет в пользу своих детей, я изначально как бы психиатрию. Жизнь знаний, умений, навыков. Что угодно, короче, профессионально. То есть за деньги делать что-то в России, там, важно. Она поняла тебя уже. Это хорошо, это и есть счастье. Ты хотела, да, понимаю. Что, ты про иногда не знал, что ли? А, это мужское счастье, когда баба работает и ничего не надо. И тогда можешь пиво и водку, пиво пить себе на работу, на завод. Меня не смотри, я пиво не пью, бывает счастье служения своему желудку. Нужно служение чего? Не знаю, девиация, смертница, бессмысленной червячной жизни. Жизни как червяка, жизни как животного. Жизнь желудка, желудочно-кишечного тракта. Но уже не станет ничего. Их ласкать надо. Женщин надо ласкать и ухаживать за ними. Да, да, очень важно. Да, ангел прям перышко. Что, не знаете, что ли? Это никогда не интересно, что ли? За все заплатит общество, государство, там еще что-то. Ну, то есть ты мужик, ты же голова, правильно?
Это животик. Нормальное состояние животика это только беременная. Понимаешь, вот такое. Да. Все остальное нездоровое. У вас свои версии есть? Сердечная приступка еще что-то. Это не касается. Отдых. Ну ладно, у тебя. Представляешь, сколько времени было? Ну, это то же самое. Ну, это понятно. Ну, ладно, это не наше. Тебе не решаем. Свою жизнь проживет. Тебе все равно придется стоять. Ты все равно так и сделаешь. Даже если ты там упал, там вообще просто. Всего лишь будешь. Я тоже вот не понимаю, ну, как не сбиться на пафос, да, то есть, наверное, да, люди тебя будут учить, но, да, то есть, ну, не в том смысле, что учить, а в том смысле, что, ну, да, то есть, ну, типа, сердца людские какие-то, желания, наитие какое-то, не знаю, да, ну, сердца пусть будут, да, типа, да. То есть, то, ради чего люди потребляют, наверное, как-то, да. По сути, самое главное, ты тоже человечный. Хорошо, как лучше это выйти. И все равно таки происходит. Кто тебе мешает? Кто тебе мешает? Ты туда пришел зачем? Вот туда и вот в этом направлении двигайся. Да? Что ты хотел сделать-то? Что хорошего? Во что ты веришь? И как это сделать по-настоящему? На века, как-нибудь, ну, вот реально, чтобы вообще хорошо было. У тебя как я это понял, да. Служи себе, дальше получается, да? Да. Сразу, что было, наверное. Тогда никак не всегда. Тебя ничего не будет мотивировать тогда, понимаешь, заболеешь просто. Да, то есть, это же твоя мечта, ты ради этого туда и пришел. Просто нонсенс получается. Это тоже из разряда, потому что столкновение с реальностью, реальность казалась так, но и как бы, да, просто и тогда. Что ты хотел послушать? Ну, меня не касается, задумался.
все равно есть какой-то выход, когда ты не отрекаешься даже от того, что ты, то есть ты, да, от себя не отрекаешься, от своих, даже от своего желания. Очень красиво. Вроде никого тут. Вот это он-то делает, что все это объем работы. Здесь объем работы такой, да, бывает. Ну или там знаний, умений, навыков. Ну, по сути, работает. Над собой, возможно. Ну, мне не касается, это не важно. Объем работы всего лишь что-то. То есть работа, ну да, в другом не смирение. То есть ты не смиряешься, что то есть совсем не обязательно все после. Существует, ты же не хочешь сделать как бы недодел какой-то. Наверное, вот видишь, с другой стороны, да, люди сопротивляются, они же тоже люди. Да? Все, ничего не будет, как Македонский создал империю. Нет никакой империи, все, забудь про это. Все, так было, понарошку только. Это во-вторых, во-первых, да. Ну, ничего, все. Наверное, да, где-то, наверное, да. Давайте лучше. Все хорошо.
Я на своей стороне недавно я еще и жениться, то есть я не собираюсь как гей прожить. Или как там одинокий философ, или как одинокий бувак, все вы намекаете, что мужчины не самостоятельные, что мужчины не самостоятельные, что они не могут ничего сами сделать, что они не могут реализоваться, что они не могут денег получить. Это про ваши мужчины так пытаетесь сказать? Я тебе объясняю, что просто они недоделки. Понимаешь, эти мужчины, они не доделались сами себе, не то, что сами себя, ну, хорошо, пусть будут сами себя. Они не доделали то, что они, ну, да, то есть, да, на себя не доделан, надо делать. Как это не так? Просто как мне кажется, это не так сложно. Я еще раз подчеркиваю, еще раз повторяю. Ну да, ну наоборот. А у вас наоборот, что ли? Я за себя так могу говорить. В принципе, да. То есть я не хочу быть нереализованным. Понимаешь? То есть, но я хочу быть реализован вот по этому направлению. Как фрилансист, как композитор, музыкант, там, бла-бла-бла. Как художник. И я на 100% уверен, что ни один художник не захочет быть нереализованным художником. То есть, чтобы люди не платили деньги за это, чтобы не продавать своих композиций там, или еще что-то. Я так поэтичный художник, я имею в виду, что те, кто художники по специальности, по нраву, там, то есть, ну, понимаешь, то есть и любая область деятельности, любая вообще,
Да, то есть там любая мужская амбиция должна быть реализована, это часть амбиции. Понимаешь? То есть если ты хочешь быть поэтом, музыкантом, писателем, драматургом, часть этого желания это бабки за это получать, и как бы это не важно, осознанно или нет, да, я понимаю. Иначе ты будешь хреносносом себя чувствовать как минимум. Ну, как бы, просто как бы, ну, это слабость, просто ты не так, да, ну, это ладно, да, иначе будешь пустым просто, да, я не знаю. Я-то понятно. У меня такая версия, да, если что ты будешь, естественно, ждать даже гади, да, вообще что-то. Надо сразу же начать продавать, там, писать и пишешь сразу, начинаешь продавать потихоньку. А параллельно ты повышаешь квалификацию, деньги, Гарвард, Шмарвард, Ярвард, мне вообще пофиг. А просто таких примеров это нормально. А если наоборот, то это как бы уже не то уже. Сначала ну, или там какие-то задумки свои. То есть ждать, когда ты закончишь Гарвард, после этого писать там, произведение, музыку после этого, или еще как бы это очень хитрый самообман, мне кажется. Это что-то вот не то с этим. Да. Начинай прямо сейчас и иди за деньги. С малого какого-нибудь маленького зернышка какого-нибудь, чего-нибудь. Да. То есть ты же не просто так хочешь быть писателем, ты хочешь бери да пиши, блин, прямо сейчас. Показывай кому-нибудь там. Вот будешь брать, нет, что тут хорошего, что плохого, как бы. Если что мне не хватает, то что не к примеру, я тебе говорю просто, да. А что нравится, а потом ты такой, да может и не надо, покажешь. Ну да, сейчас сам приедешь туда учить. Заодно, может, как римский курсы заодно и учишься. А может, ты, я не знаю, к примеру, параллельно как одно другому не видит. И будет на что учиться сразу. Или грант получить сразу. И преподавать. Ну, ты согласен, что сразу хочется быть, ну, не то, что хочется, что реализованность – это часть нормальности. Я какой-то вот люблю, ну, я как артист, вот люблю общение со зрителями, с публикой. Да, чудновские. Не знаю, раз что-нибудь совет, ну, это не важно, это не смешно. Да, я создавать, ну, да. Ну, где-то центр. Надоело уже, блин, да. Это не это, да. Ну, смотри, сейчас куча людей, ну, не сейчас, а вообще, ну, как это, может гипотетически меня посмотреть, и ничто, почему же гипотетически, да? И гипотетически ничто не мешает им платить мне деньги, почему гипотетически? Вот мой банковский счет платит деньги, кто мешает? Я, к примеру, шучу, да. А не к тому, что надо платить, а просто тебе объясняю, что все вроде, и что-то не хватает. Да, наверное, можно так сказать тоже, это не суть разговора. Но если, значит, жизнь не так устроена, как лучше, чем... Я, честно говоря, не ожидал, что что-то так, это самое. Ну нет, сначала я думал, как что-то все равно будет чуть-чуть. Но оказалось, что совсем все не так. Да, что надо только, то есть, что я очень плохо играю. Поэтому я так думал, так. Это просто уже объем. Да, то есть, что я хотел, я наверное, я буду
учитывая все, как бы, наверное, скорее всего. Ну, например, это мой случай. Я не говорю, что он так. Да, наверное. Но она про это и говорила себе. Я рукожопный просто. Так что да. Для меня это нормально, актуально, и тем более у меня там проблемы с печенью там. Я просто объяснял, да. Главное, что мне вся такая вот нет, шанс. Ну, что-то я просто чего хотел сказать, что нормально где ты сразу будешь играть Херенс, лист, еще что-то будешь брать произведение, играть и выучивать и по месту впивать как-то в консерваторию какие-нибудь, попсаем, еще что-нибудь. Наверное, это более правильный вариант. Он, в принципе, остается, но мне надо еще что-то. Я хочу сразу то, что мне надо сказать. Я пока еще не решил, что делать с этой теорией, потому что тоже как-нибудь. Это все объем работы. То есть, да, то есть это не то, что надо типа того, кроется самолет.
Oxygen saturation drops below 92, you should attend the emergency department. Now, some hospitals are offering virtual consultations as opposed to a visit for initial assessment. That depends upon your area, of course. Now, it's very important to note that if you're ill with a non-COVID illness that you would normally seek medical attention for, please do. Some patients are still not coming to the hospital with their medical conditions because they're frightened about catching COVID. Again, if you're ill with a non-COVID illness, please attend the emergency department without hesitation. Now, as a quick aside, if you're someone who's watching this who doesn't have COVID and you're not vaccinated, you should talk to your doctor about this. Many people, unfortunately, underestimate their risk of severe disease with COVID, and they make a choice not to get vaccinated when they really should, where the risks of vaccination are much smaller than the benefits. Now, we are all going to get infected with this virus, possibly repeatedly, depending upon preventative and active treatments that evolve with time, and it's best to have immunity if you do get the virus.
The important point to remember is that not many people are healthy. Во-первых, учили жить в тени, оставаясь у власти. Вы любопытный человек, Роман. В чем состоит ваша борьба? Победим вампиров ради справедливости. A recent study showed that 88% of adults are not healthy. And unfortunately, with the pandemic, an increasing number of children have comorbidities, particularly that of obesity and obesity-related diseases. Now I want to touch on the treatments. All the treatments I'm going to talk about are home treatments or outpatient treatments, and they're designed to prevent you from ending up in the hospital and having a severe outcome. There are chapters below in the description if you want to jump from one treatment to another. Now, this slide summarizes all of the outpatient or home treatments that have been shown in randomized trials to be of clear benefit. They include monoclonal antibodies, inhaled steroids, Ну, неправильно. fluvoxamine, as well as the new antiviral Все очень medications. просто. Я сижу здесь один в квартире, я вообще ничего не понимаю про этот мир. Да. Мне 38 лет, я вообще полный дурак. Да. Paxlovid and molnupiravir. I want to briefly touch on treatment and the data that we have for each at this time. First off, monoclonal antibodies. Now, these are not available everywhere, but are antibodies which will bind to the virus so that you can rapidly clear the virus. They're given in non-hospitalized patients with mild to moderate COVID who are at high risk of clinical progression. Now, unfortunately, as you can see on this slide, with Omicron, many of the monoclonal antibody treatments which we have been using do not work against Omicron. In other words, they don't do a good job of neutralizing the Omicron variant. The monoclonal antibody that is commercially available that does have good neutralizing ability against Omicron is sotrovimab. The COMET-ICE trial, which was a peer-reviewed, double-blind, randomized study reported recently in the New England Journal of Medicine at the end of November 2021, looked at sotrovimab. The investigators used this medication in mild to moderate COVID. They compared 291 patients with sotrovimab, 500 milligrams intravenously, versus 292 people who received a placebo injection. The predetermined endpoint were those who were hospitalized for more than 24 hours or died from any cause by day 29. In the sotrovimab arm, this occurred in 3 out of 291 people, which is 1%, compared to 21 out of 292 people, which is 7%. The p-value here was 0.002. That equates to a 6% absolute reduction from 7 down to 1%. The relative risk reduction was 85%. And again, this is for hospitalizations or death in those 29 days. Now, said another way, the number needed to treat would be 16 people, which means you need to treat 16 people with this monoclonal antibody to prevent 1 hospitalization or death. And the patients in the trial had risk factors: age more than 65, obesity, diabetes, cardiac or lung disease. Now, the risk of progression of COVID-19 leading to hospitalization obviously increases with more of those risk factors. Next, I want to talk about inhaled steroids. These are medications used in people with asthma or smoking-related disease like emphysema, and they're anti-inflammatories delivered to the lung through inhalation. They're the same kind of steroids that you would put on your skin for a rash, such as topical hydrocortisone. There have been 2 peer-reviewed randomized open-label trials, one reported in Lancet and the other in Lancet Respiratory Disease. The first trial, STOIC, looked at open-labeled inhaled steroid budesonide versus no treatment, with 73 people in each arm of the study. The primary endpoint was an ER visit or hospitalization, which occurred in 1% in budesonide versus 14% in the no treatment arm. There was less fever and faster resolutions of symptoms in the budesonide group.
The other trial I mentioned was the principal trial, and they used inhaled budesonide, and there was faster self-reported recovery at 3 days in those who used budesonide. But there was not a reduction in hospitalization. A third preprint used a different inhaled steroid called ciclesonide. 1% of the group taking ciclesonide had an ER visit or hospitalization compared to 5.4% who took placebo. Again, all of these studies are listed in the description below if you want to have a look at the study. The next medication I want to talk about is fluvoxamine, and this was studied back in the spring and summer of 2021 in the Together trial and was recently reported this past week in Lancet, and it's now peer-reviewed. Patients were randomized to the antidepressant fluvoxamine, which has anti-inflammatory effects at a dose of 100 milligrams twice a day for 10 days. Fluvoxamine is inexpensive. It's $4 per course. It's widely available, and it has an established safety profile. It blocks serotonin reuptake in the brain, which leads to higher serotonin levels, which is helpful to treat anxiety or depression. Now, it also binds to the sigma-1 receptor, and this receptor functions to regulate cytokine production. Cytokines cause inflammation. So the reason why this drug was repurposed was to see if it could dampen the inflammatory response. An initial study reported in November 2020 in 152 randomized people demonstrated a significant reduction in clinical deterioration, which then led to the Together trial that I'm going to talk about now. Now, this trial was undertaken in Brazil in high-risk symptomatic adults with COVID-19. They had 741 patients in the fluvoxamine arm and 756 in the placebo arm. And the outcome was pre-specified. It was that of an ER visit or hospitalization up to 28 days. This is what you're going to see in all of these trials. That's typically what the predetermined endpoint is that they're going to look at the end of their study. In the patients that followed the protocol exactly and took all of their medication, whether it be fluvoxamine or placebo, exactly as prescribed, there was only 1 death in the fluvoxamine group compared to 12 in the placebo group, which was a reduction of 91%. In fairness, they also looked at both groups in totality. About 20% of the people randomized to fluvoxamine as well as placebo did not take their medications as prescribed. So the compliance with the medication was about 80% for both groups. Now, when they looked at everybody that took, in other words, 100% in both groups and compared those two groups, there was 17 deaths in fluvoxamine group versus 25 in the placebo group, which was still clinically significant. So what I'm saying is, when you look at the 80% of people who took the medication properly, you had 1 death versus 12. But when you look at the whole 100%, we had 17 deaths versus 25 deaths. In a separate trial using a different antidepressant, fluoxetine, which is better known as the trade name as Prozac, they retrospectively looked at fluoxetine use and mortality in patients in Hungary. They used case controls to match patients between two groups. And they found that fluoxetine use was associated with a 70% decrease in mortality compared to the non-fluoxetine group. Now, this particular study has not been peer-reviewed, and it is retrospective, which is the only non-peer-reviewed study I'm talking about, but it does provide support for this group of medications, fluvoxamine, being helpful at reducing inflammation during COVID-19 infection. And of course, it suppresses the inflammation that leads to respiratory failure and death. Next, I want to talk about a new medication, Paxlovid, which has recently been approved for emergency usage in several countries for outpatient treatment of high-risk people with COVID-19. Again, it's designed to prevent hospitalization and death. Now, Paxlovid has 2 components. There's an antiviral component called nirmatrelvir, which blocks SARS-CoV-2 main protease, which is an enzyme that the virus uses during replication. This is given with low-dose ritonavir, which slows the metabolism of the nirmatrelvir, so it prolongs levels of this medication. This is a 5-day course of these 2 medications and has been brought to market by Pfizer recently.
It was studied in adults and children above the age of 12 who were at high risk of progression to severe COVID-19. Now, the clinical study was done during Delta. However, nirmatrelvir does potently inhibit the protease associated with Omicron in an in vitro, meaning test tube, biochemical assay. So there's nothing to suggest that it won't work just as well with Omicron. Now, Pfizer's data has been reviewed by the FDA, but it's not been published. Now, their phase 2/3 EPIC-HR study was a randomized double-blind study of outpatients with COVID-19. The researchers gave Paxlovid or placebo within 5 days of symptom onset. They divided the groups into whether you were randomized within 3 days, as well as whether you were randomized within 5 days. Now, in the group that were randomized within 3 days of symptom onset, what they found was 0.8% of people who received Paxlovid were hospitalized through day 28, which was 3 people out of 389 with no deaths. That compared to 7% in the placebo group. And in the placebo group, there were 27 out of 385 hospitalized and 7 deaths. Now, the statistical significance was very high with a p-value of less than 0.0001. Now, similar reductions were noticed in people who started treatment within 5 days of symptoms. Their study was stopped due to overwhelming effectiveness demonstrated. Now, side effects occurred in a similar number of people, 19% on Paxlovid versus 21 on placebo, most of which were described as mild. There were fewer serious adverse events in the Paxlovid group at 1.7% versus 6.6% in placebo group, and the discontinuation of the study drug due to adverse events were 2.1 in Paxlovid versus 4.1 in the placebo group. Now, the last medication I want to talk about is molnupiravir. This has been approved for emergency use authorization based on a recent study called Move Out. Unfortunately, in the full analysis of the molnupiravir study called Move Out, the outcomes were not as favorable as the initial interim analysis that Merck initially presented. Now, there's a link to the FDA document in the description below. Now, when you look at the interim analysis, there was actually a 50% risk reduction in hospitalization and death from 14.1% in placebo down to 7.3% in molnupiravir, which gives a number needed to treat of only 14 to prevent 1 hospitalization and death. Now, there were only 386 patients in the molnupiravir arm. Looking at the whole analysis at the very end, there were 710 patients that received molnupiravir and a similar number in the placebo arm. And the relative risk reduction overall in the study changed significantly. It went from 50% down to 30% reduction. And the rate of hospitalization 9.7% in placebo compared to 6.8% in molnupiravir. So the absolute risk reduction is 3%, which is going from 9.7 to 6, meaning that the number you needed to treat is 34. So you need to treat 34 people with this drug to prevent 1 hospitalization or death, and that's a pretty big number. If you look only at the data between the interim analysis and the full analysis, which was during the Delta outbreak, there were actually fewer placebo patients who were hospitalized or died versus patients receiving molnupiravir, which was 4.7% in placebo versus 6.2%. So really, there's poor efficacy in this particular trial when we had increased circulation of Delta. This is obviously not good, and we don't know how this medication is going to work with Omicron. Members of the FDA advisory did point out that this drug may not work. Well, again, we don't know how it's going to work with Omicron. Now, what previously got a lot of physicians, including me, excited about this medication was the number of people who died in the interim analysis, which was 8 in placebo and 0 in molnupiravir. But with the full analysis in the placebo group, they had 10 deaths, and it was 0 in the molnupiravir group. But the difference was primarily based on the people in the first part of the trial, which was before Delta. So not surprisingly, in the U.S., the FDA advisory panel, when they voted, the vote was rather divided as to whether to actually
begin emergency use authorization, and the vote was 13 to 10 to recommend it for EUA. So the safety data in total are from only less than 1,000 patients, about 700 in fact, and there's a concern with this medication that it could cause mutations with the virus, which could theoretically cause a new variant. So overall, it's very disappointing news. More research is clearly needed with this particular medication, but it is available in the US under the EUA. Now lastly, one of the things that can be helpful in any kind of nasal and sinus infection is that of rinsing the nose and sinuses. It's something that we recommend frequently in medicine to get rid of allergens or infections. Now, from previous non-COVID-19 studies, the volume to mechanically flush out the infection does matter, and so a simple nasal spray may not be helpful. I want to clearly state that we do not truly know whether nasal sinus rinsing is definitely helpful in COVID-19, but I don't see a downside to rinsing the nose and the sinus with the packets that are provided by makers of nasal and sinus rinse products. If you use it that way, it's clearly safe. It may improve nasal secretions from infection, but it may or may not reduce viral load and time to symptom resolution. It may not prevent serious disease. There are some ongoing clinical trials that I wanted to mention, some of which include different additives that are being investigated to see if they might be beneficial. I would recommend against using any additives until there's clear benefit and good safety, but nasal sinus rinse products can be very helpful, even if it's just getting rid of a lot of the nasal secretions. I hope you've enjoyed exploring some of these outpatient or treatments for COVID-19. There are things that you can do if you do develop COVID-19. Speak to your doctor if you're not sure. The marks you see here are a recent result from one of my students getting full marks on one of their pieces and dropping only 1 or 2 marks on the other 2 pieces. So how do you turn your pieces into a distinction-deserving performance? That's coming up next. Music Online UK. In order to get a distinction at an ABRSM exam with your pieces, it's not just good enough playing the right notes with the right rhythm. That might be good enough for a pass, but for a distinction, your performance needs to stand out. Now, the dictionary definition of the word distinction is excellence that sets someone or something apart. There needs to be a sense of involvement when you play, communicating the mood and the style of the piece. With this in mind, getting a good mark at ABRSM with your pieces back when you choose your pieces. And you choose the pieces to like the most. Those that inspire you, you will do more musically. You'll play them better. When my students pick their pieces, I first of all play them all the options, and then I say to them, which one would you like the best? Now, sometimes the answer will come back, well, the first one, to which I would point out that there are always difficulties. Sometimes those difficulties are hidden to the untrained ear, but that is not the way you should choose your pieces. You should choose a piece, and with this in mind, sometimes I ask you not look at the music, but to actually just listen to the music, and then choose based on what they hear. The next step is not to start learning the notes, but to listen to other good quality performances of the piece. Listen to how others interpret the music, how they shape the music, the dynamics, the articulation they use. Remember, you are a musician, not a technician. Now, YouTube is a very popular resource for students like yourself to listen to other performances of the piece that you're playing. But there are many low quality performances on YouTube, and you should be especially careful of these. What compounds the problem even further is that there are particular channels that have been on YouTube longer, so therefore they have more subscribers and more views. There is one particular channel that has probably the most subscribers, and if you copy the performances of that particular channel, you will not get a distinction. If you do use YouTube, try and find quality performances, ones that are musically engaging. Now,
to get a distinction at ABRSM, a good place to start looking would be the official marking criteria. And the marking criteria for the pieces is divided into 5 categories. That is, pitch, time, tone, shape, and performance. And by the way, I go into detailed analysis of each of those 5 elements in my ebook, How to Get a Distinction at ABRSM. For example, if we look at those marking criteria, phrases crop up such as expressive musical shaping, vivid communication of the style and character, assured and confident performance. Now, I've got a little bit of homework for you at the end of this video, where I'm going to ask you to listen to 2 performances of the same piece, and then come back to this video and comment on what you think is the difference between a pass and distinction. But as I said, that's at the end of this video. In the meantime, you've chosen your pieces, and now you start learning your pieces. Now, one of the things that I must insist that you do is that you start learning your pieces slowly. You learn them with all the musical details right from day one. Don't think, oh, I'll add the dynamics later. Put in all the musical details from the very first time you practice. And you'll need to play a piece slowly enough in order to do that. If you go too fast, you won't be able to take in all the information. The problem is that a lot of students will learn the notes and then go into autopilot as they start gradually memorizing the piece. And then when they come to put the dynamics in or the articulation in later, they can't do it because they're not even looking at the music. It's in their heads. They're on autopilot. Muscle memory has learned to play it in a certain way. And then maybe if I ask them, oh, could you make bar 8 a 40, please? They will try, but because you're changing something in the muscle memory, it completely disorientates their autopilot, and they can't even play the notes properly, which they've learned automatically. So always learn the musical details right from the very first practice, and always practice slowly. You can always speed up the tempo of the piece once you have mastered all these details. Now, once you have learned the piece both musically and technically, and it's time for the exam, you should go into the exam with confidence. Remember that one of the marking criteria for a distinction is assured, confident performance. And when you go into the exam, you should have prepared well enough so that you can forget about all the notes and start enjoying the music. That's right, I said the word enjoy in the same sentence as the word exam. But if you can enjoy your performance, the examiner will enjoy listening to it. And now for that homework I was talking about. Can you remember the 5 elements of the ABRSM marking criteria for a distinction? If you can, write them down now. If not, go back a little bit in this video and check what they were, and then write them down. And remember that in my ebook, How to Get a Distinction at ABRSM, I go into detailed analysis of each of these 5 elements. Then I want you to click on the playlist marked Homework, and then after you've listened to the 2 performances of the same piece, come back to this video and leave a comment below as to what you think is the difference between a pass and a distinction. Thanks for watching, and good luck with the homework. Наш самый нежный шоколад. Милка. Вкуснее, когда нежнее. And then he'll give you the ta-ta-ta-ta. Remember that? First movement?
main melody, you recognize it? Six variations. Kind of like from LA. And the bassoon is like, and then the oboe. It's like, okay, maybe. Sure, we can be happy together. I hope you can still recognize the main melody. It's just the same thing, but it's the variation of it. And just in case you didn't forget, number 7. Minor key. Sad. What do you do? You change one key and that's it. You go from happy to unhappy. I don't know what this is. It's like a bridge, maybe? Like, again, finding this way? Oh, okay. We're getting there. Main variation. Okay. Does it have it in him to maybe do one more? What do you think? Faster. And finally, back. You've heard that. We showed you the melody again, but with a little bit more oomph. And we finish it here. That's it. Like the first movement, he adds a tail, a coda, just to kind of finish it off. Remember that melody from the opening?
and a coda based on one simple melody. So the second movement, yes, it's supposed to be slow, and we did follow that rule. Third movement of symphonies, particularly in times of Haydn and Mozart, were supposed to be minuets. They were supposed to be in three, and they were supposed to be danceable. 1, 2, 3, 1, 2, 3. And most 95% of Mozart and Haydn symphonies have minuets as their third movement. Da-dum, dum, da-dum, dum, da-dum. Beethoven took it a little bit farther. He actually didn't like the minuetto as much. He liked the faster version of the minuet, which is known as the scherzo. So most often than not, in Beethoven symphonies, you're going to find that the third movement, instead of a minuetto, has a very, very fast scherzo, which is still in three, but you count it in one. So instead of being 1, 2, 3, is 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. So you go, it goes very, very quickly. And I think that's following some of his own roots, his Austrian and German roots. He liked the dances. He didn't care so much about the French minuet. He wanted the dance to be a little bit more aggressive. And in this movement particularly, it is a scherzo. So third movements usually are minuettos or scherzos, and they're supposed to be danceable either in three or in one, but they have the same structure, boom, boom, which of course, if you ever heard Strauss waltz, he was the king of the waltzes. So in the case of Beethoven, the third movement is a scherzo, and it's usually followed by a trio, then followed by the scherzo again. And the trio is not because there's three people, that's just how it was called in the form. The trio is the middle section. After you introduce the dance, there's like a middle section, and then you go back, as we call it, the capo, you go back to the opening. So let's hear the third movement of the Beethoven symphony, of the Beethoven fifth, which now listen to this. Where have we heard that? Ta 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 ta. Where have we heard that? You know? Did you realize that it isn't your subconscious? Ta 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 ta. It's just slowed down. It's just like kind of grab it. Like, oh, I'll mess with your head a little bit. Ta 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 ta. Can you play the opening again? You didn't expect that, did you?
Rock and roll. You have to put yourself in the 1800s to really appreciate this. Heavy metal. I think it's getting out of the trio. And you go back to the special. A little variation. And basically you repeat the same thing, exactly the same. Just go back and you play it again and that's it. Very simple. The only difference is sometimes we minueto to the minueto, now it's scherzo to the scherzo. This movement does something very unusual, which is, even to this day, extremely unusual. From the third movement, Beethoven goes into the fourth movement without a break. He builds a bridge. The bridge is from here to the fourth movement, which is fast. The case of the symphony is in sonata form, which has, and like the fourth movement, like the first movement, the last movement usually doesn't have introduction, so it goes into the exposition, development, exposition, and then forward. Let's see what happens. In this case, in this recording in particular, which is unusual, I have to be honest with you, the conductor actually takes the trio again, which I don't know why, it's not in the score. I don't understand why this conductor takes the trio, but it's so glorious, I don't blame him for it. So from the trio, it's going to go into the scherzo again, which is basically the end of the movement. And then there's going to be some sort of a bridge, one of the most magical that's going to take us into the last movement, which is fast. And it is in sonata form, so we're going to start setting up exposition, development, and then the exposition in the last movement. So let's enjoy this for a while. This is a trio 92.
Долго помню. Да. Section B melody. We're still in your position. Second time. We've heard this stuff before. Yeah, developing these ideas. Soprano. Ensemble development.
It is. I don't know about you, but all of these things, when you hear the actual music, they seem so inconsequential. But yet, they are not, these works are not built in a vacuum. As Beethoven, Mozart, Haydn, Mahler, all writing their music, this is what they have in their mind. These are the building blocks of what they have to follow. This symphony has even more meaning than you would ever imagine. The symphony is actually in C minor. But as you heard, the piece ends in C major. And that's not an accident. This is around the time that Beethoven finds out that he's going deaf. This is around the same time that he finds out that, you know what, as the most respected composer of my time, I have to have the embarrassment of going to people with a horn and say, "Yell into this because I cannot hear you." And yet, he never lost his hope, never lost his spirit. And in this Fifth Symphony, which begins in C minor, in a very dark, almost repeated, he says in a major key, goes from C minor to C major. And it's like the phoenix rising. That's not an accident. We know for a fact that Beethoven never lost hope that maybe that hearing thing might just be temporary. Of course, we know it wasn't. When we hear music like this, it's more than just structure. This is a man basically bearing his soul for you. All his complications, and that's what music represents. It's not only the fact that we get to love the music and get to hear it, but also we get to somehow relate to these composers. And even if you don't know them, you hear tension. You do hear that underneath. That's not the work of a relaxed man. That can't be. You hear something new. Try to listen underneath. This is what I do when I'm at home. My kids think I'm crazy. I listen to music and I walk around and I try to be moved like that way and how every single piece comes together. So for you, when you listen to music, in the end, all of this is fantastic to know, but it's really what it means to you when you're actually hearing it. What moves you without knowing anything about it. That in the end, I think, is the magic of what music can do to you. And the fact that these pieces have been around, I believe, for the last 200, 300 years is not an accident. These composers have been dead, many of them, most of them died penniless. So they have no marketing department. They have no PR person doing the bidding for them. All we have is their music. And that's why we know of them. So there's something more special than just hearing their music. These are composers that whatever they wrote 200 years ago is still relevant in the 21st century. So I hope that today you at least appreciate Beethoven, at least who we explored today, a little bit more. Because you didn't know he was a genius. I'm hoping that I'm proving to you that he was. That this man really knew what he was doing, and to be able to do that, there's nobody else. Mozart maybe, Haydn maybe, Mahler maybe. You know, every composer has their own specialty. And here we're very blessed and fortunate to have a great community that embraces music and has not only a world-class orchestra, but a world-class concert hall where, I'm sorry to say, but you get to hear it even better than you ever hear recording. That the actual live performance and watch the player and the conductor, mind you, get into it. So that said, my friend, I don't know if I think my time is up. Does anybody have a quick question or anything? Yes, sir. The first symphony he did here, it was past the seventh that he really lost it. By then, we know that past the seventh he really never heard it. You know, so we know that. But here he was pretty much advanced. But he still hoped. So, yeah, man. Which recording? I believe it's Berlin Philharmonic. I believe it's the Berlin Philharmonic with a bottle. It's a live recording, actually, which is pretty nice. So, yes, sir. Yes, absolutely. The question is, I mean, how much, I guess, the conductor has to say into how the performance goes. You have the entire say. And you can basically, one of the biggest tricks you can do is how fast or how slow you make the piece. But in the end, also, your control is almost like being a traffic cop.
bringing out the inner voices. You know, when you hear a piece and then you hear it's like so transparent that even in this massive sound, you can still hear the inner voices. And that's what I was mentioning before about having the great concert hall at Sberbank, where it is such an acoustical marvel that every inner voice you can hear. Sometimes in many halls you hear too much of the bass and sometimes you hear too much of the brass, but here you're able to really try to get the piece apart and make it seem like it is on a very transparent canvas, every single voice being thrown at you, and how the composer basically feels music. But yeah, my biggest job and my biggest fear sometimes when I go conduct a major orchestra with a piece like that they think they know, and you have to come in basically and try to teach it to them from scratch. And I think that when you gain the most respect from players is when you're able to bring a piece that is so well known and basically hear it with fresh ears, when you bring new ideas. And I can promise you, most orchestras don't want to play the same piece over and over the same way. They always want to be challenged, and the same thing for audiences. You know, I promise you, you go home tonight or today, you go and hear your own recording of the piece, it's going to be very different from this. I can tell you from night to night, my performances are very different. You know, they are. I mean, I'm on a Thursday, I'm a certain way, and the next day, maybe I did homework all day with my kids. That's going to affect me. It will. You know, you cannot do these things in a vacuum. You are affected by what you do. So, yes. Yes, ma'am. Yes. If the question is whether I hear a symphony for the first time, yes. When I open a score, part of your training is you're supposed to look at the music score and be able to hear it in your head. And I guess that's pretty much what Beethoven did when he wrote the Ninth Symphony and the Seventh Symphony. We did hear it in his mind. I do know what a flute and an oboe sound like. I mean, if you close your eyes, I mean, you know what a train whistle sounds like. I mean, you can do this yourself. Obviously, these guys took it to the next level. But yes, a big part of our training, besides knowing all these things, is being able to open a score and being able to hear it, you know, and then from then on you start making decisions. I can promise you, though, that when I conduct a piece like the Beethoven Fifth, I listen to it. I kind of put all my recordings away because I don't want to be influenced. I want to be influenced only by what's in the page and try to see what Beethoven, in the end, what his intentions were as a composer. You know, and then based on that, after that, once I know what I really want to do, I can go and listen next one to maybe 20 recordings. Because I do believe you can learn a lot from other great conductors. I do believe that. So, yes. The 4-note theme, you know, other people did. The 4-note theme was actually stolen by quite a few other people. I even know there was a disco version of it too. So it wasn't even just in his time. I know that even rock and roll people grabbed it. I mean, it was a great idea. And going back to how much of a genius this is, he now came to you and said, hey, I want you to write a piece based on this, ta 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 ta. I mean, it's not like what kind of melody is that? You know, that's why I use the symphony as an example, because it is truly a work of genius. To be able to make something like that so unforgettable. What makes a melody, what makes a motif unforgettable? Why do we all know? Why does that piece stay with us? Why? I mean, that's a question that I don't answer. What makes a melody unforgettable? I don't know. Pieces that somehow stick in our head and they don't let go. I know how that goes. We all know that too. Why? Why that piece and maybe not the theme from Schubert's Sixth Symphony? Why? Can any of you sing the theme from the Schubert Sixth Symphony? You know? It's C major. That's all I can tell you. You know, but if I told you, sing along to this, bam, 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 you know how it goes. So what makes it memorable? Who knows? That's what music is. That's why music is so incredible. And music is there to be enjoyed. When you go to a concert, when you hear music, it is there for your enjoyment. When I'm here and I listen to this for the umpteenth time, trust me, it is as if it was the first time for me. I love this more than, and I don't know why. I don't know why I hear this again, and I'm like, I'm going to go home probably, I put the CD in my car, and I'm still going to be humming along. I don't know why. That's what music is so powerful. I'll give a couple more questions. Yes, sir. They had to, the question is, how did they write the music? How did they compose it? Basically, they had to sit down with the entire score. There was no kinkos.
no printer. Literally, no note, voice for voice. I'm deciding, okay, this to the flute. I'm going to give now this to the trumpet. Now I'm going to add this to the bell. Now I'm going to add this to the, and after doing this, and remember, have you seen those horrible feather cans? Can you imagine all this smudging that took place? And yet that music survived. And was transferred from Vienna to Paris. And we have it here in Nashville in the 21st century. Somehow that music was not lost. There were wars around this time. Remember that in the early 1800s, Vienna was under siege from the French. Don't forget the fact that we have this music around with us. It's a miracle. This could have easily been lost, very easily, and the music survived. During war, things in places. We don't have the manuscripts in many cases, but we have this. And even to this day, I can promise you, we open the door and they go, what did you mean? You mean C sharp or sharp? We're debating that because both of them sound right. They're like on the edge, And yeah, to answer your question, these guys, yeah. And written many times, Beethoven, we know of cases where when he premiered his second or third piano concerto, he had written the orchestral part, but he hadn't written the actual piano part because he was playing. And he had his assistant, his student, turning pages for him. But the student, when they were at the concert, he realized that most of the pages were blank. Beethoven knew that he had it in his head, but he hadn't written it down. So he kept looking at the poor student sitting next to him going, turn the page. He's like, when? Have you seen it? When he's like, right now, you get up and you turn the page. And the guy from Beethoven, who was not the most patient of people, starts screaming. And the first looking at the blank page. I mean, there's a very famous anecdote. It was a blank page because he didn't have time to finish to write it. But he knew how it went. It happened. You couldn't tell that to the violin. The violinist needed the music. And again, imagine how it was like to write these things in these lines that were probably not even straight to begin with. And somehow, again, my friend, somehow this all survived. It's humbling. It's a miracle, literally. Why does the Stradivarius violin 1500 survive? Again, wars were fought. That's why we only have about 100 of them left. These things are real things of being. They had to travel. They didn't have the hard case that we have now. These things travel on coaches for months. And somehow we have still about 100 of these instruments laying around. It is miraculous, friends. Every time I get to do this, I realize that I'm basically it is like a medium for many of these people. But what influenced them musically and personally back then, it is relevant back then and it's relevant as today. And that's what I'm trying, one of the messages I try to bring music. When you hear this music, it's not in a vacuum. This music has meaning today, even more so now than ever. And those guys were new back then. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Frank Wright, and this is Listening to Music, the basic course with the Department of Music. Its aim is to
Не зайдешь, зайдешь.